Не забывайте поставить лайк под этим видео и включить кнопку оповещения на канале, чтобы не пропустить новые видео. При включении задней передачи правое зеркало заднего вида автоматически опускается в нижнее положение, для того чтобы было лучше видно бордюр, ограждение или бровку, и вы не поцарапали колесные диски во время движения назад. Когда переключаем с селектора КПП в положение драйв или паркинг, зеркало заднего вида возвращается в свое стандартное положение. Данную функцию можно отключить, если переключатель зеркал находится в левом положении. Если мы поставим переключатель в правое положение, при включении задней передачи зеркало будет стоять на месте. Как сбросить адаптацию КПП BMW к заводским настройкам? Для того, чтобы сбросить адаптацию коробки к заводским настройкам, нужно повернуть ключ зажигания в положение ON. У нас загорается индикация приборной панели. Нажимаем на педаль газа до упора, до положения педали Kick Down. Ожидаем 30 секунд. Засекаем. По истечению 30 секунд запускаем двигатель. Настройки АКПП сброшены к заводским настройкам. Машина какое-то время будет подстраиваться к вашему стилю езды, возможно небольшие пинки во время движения и переключения передач. По поводу настройки памяти сидения. На примере BMW X5 E53 кузов, наше водительское сиденье. По кнопкам. Первая кнопка отвечает за положение сидения. Мы можем настроить сиденье вперед, назад. Настройка самой подушки. Передняя ее часть вниз, вверх. И задняя ее часть вверх, вниз. Вторая клавиша. Настройка спинки сидения вперед, назад. На водительском сидении есть три кнопки памяти. Первая, вторая, третья и кнопка Memory. Для того, чтобы настроить память сидений и запрограммировать нужное нам положение сидения от конкретного пользователя на какую-то одну из трех клавиш, нам нужно повернуть ключ зажигания во второе положение. Повернули ключ зажигания во второе положение. Далее настраиваем сиденье так, как нам нужно. Допустим, отодвигаем назад, поднимаем переднюю часть сидения вверх и поднимем еще заднюю часть сидения вверх и настроим спинку. Для того, чтобы запомнить это положение, нам нужно нажать на кнопку Memory. Она у нас загорелась красным цветом. Нажимаем на одну из трех кнопок для записи настроек сидения. И нажимаем на кнопку 3. Сейчас настройки сидения у нас сохранились на кнопку 3. Выключаем зажигание. Возвращаем сидение в начальные настройки, которые у нас были сохранены на клавише номер 1. Сидение автоматически возвращается в это место. Спинка тоже, и сиденье село у нас с подушкой. И сейчас нажимаем на нашу запрограммированную кнопку под номером 3. Спинка вернулась, сиденье отъехало, поднялась задняя часть и поднялась передняя часть сиденья. Таким простым способом можно запрограммировать сиденье под конкретного водителя на любую из этих кнопок. А вот так выглядят места на фаре, поврежденные химией при очистке подкапотного пространства. Так эти места выглядят после полировки. Приступим к процессу шлифовки и подготовки фар к полировке. Для шлифовки фар я применял 1500 наждак под воду и 2000 наждак. Сначала я подготовил поверхность 1500 наждаком, затем 2000 наждаком. Не забывайте срезать острые углы наждачной бумаги, чтобы не добавить дополнительных царапин на поверхность фар. Приступаем к шлифовке 1500 наждаком и приступаем к шлифовке 2000 наждаком. Так выглядят фары после шлифовки. Оклеиваем малярным скотчем вокруг фар. Не забываем нанести малярный скотч на опрыскиватели фар, чтобы не повредить поверхность во время полировки. Для полировки фар я использовал только оранжевый круг. Начнем полировку фар с пасты под номером 32. Наносим на круг равномерными точками, небольшое количество. Далее равномерно распределяем по фаре. Полировку начинаю с минимальных оборотов 1500 и постепенно поднимаю до оборотов 2000-2500. По завершению полировки 32 номером пасты мою круг и убираю остатки полировальной пасты. Микрофибровым полотенцем. Далее я наношу на круг пасту под номером 36.
Распределяю пасту по поверхности фары и начинаю полировку. Фары начинаю полировать с минимальных оборотов и постепенно увеличиваю обороты полировальной машины до 2500. Далее удаляю остатки полировальной пасты с поверхности фар и наносим 38 номер пасты. Начинаем полировку с минимальных оборотов и поднимаем обороты до 3000. После окончания полировки удаляем остатки полироля с поверхности фар. Снимаем малярную ленту и удаляем остатки полировальной пасты с кузова автомобиля при помощи микрофибрового полотенца. Добавляю несколько кадров до полировки и после полировки. Как оказалось, мало кто знает, как работает и какие режимы есть у селектора переключения передач. У нашего селектора есть положение S – Sport. В данном положении машина будет затягивать передачи и делать их более длинными. При кратковременном нажатии селектора в положение с обозначением плюс мы перейдем в ручной режим переключения передач. Машина не будет переключать следующую передачу до момента повторного нажатия селектора в положение плюс или при понижении передачи путем переключения селектора в положение минус. Для выхода с ручного режима управления коробкой передач возвращаем ручку в положение Drive. Как продлить ресурс автомобильному аккумулятору в зимний период? Зимний сезон приближается, и тема становится очень близкой для всех автомобилистов. В том случае, если аккумулятор разряжается при температуре минус 5 градусов, скорее всего аккумулятор уже вышел из строя или близок к выходу из строя. Можно попытаться зарядить аккумулятор полностью, оставив его заряжать на несколько суток на зарядной станции. Но учитывайте тот факт, что если аккумулятору свыше 5 лет, есть очень большая вероятность, что он вышел из строя и зарядная станция уже не поможет. В этом случае покупка нового аккумулятора. Даже если удастся зарядить аккумулятор в таком состоянии, вы запустите автомобиль и даже будете ездить на этом аккумуляторе какое-то время, при понижении температуры до минус 10 градусов и ниже аккумулятор снова разрядится. И все равно вы будете вынуждены заменить аккумулятор на новый. Срок службы есть срок службы. Касательно обслуживания аккумулятора. В том случае, если морозы до минус 30 градусов и аккумулятор новый, в хорошем рабочем состоянии, запускать автомобиль он будет безупречно. Для того, чтобы продлить срок службы аккумулятора годовалого или двухгодовалого, стоит подключать зарядную станцию к терминалам под капотом автомобиля или снимать аккумулятор и ставить его на заряд. Такое действие стараюсь делать каждый год до начала первых заморозков и понижения суточной температуры до минус 5 градусов. Что немаловажно, если у вас короткая продолжительная поездка по городу 5, 15, 25 километров суточного пробега, это также плохо сказывается на заряде аккумулятора. Он напросто не успевает зарядиться на все 100% и постепенно начинает деградировать. Заряд у аккумулятора некачественный и неполный. Это еще одна из причин, почему стоит заряжать аккумулятор на зарядной станции в межсезонье, хотя бы один раз в год. Это существенно продлит срок службы вашего аккумулятора. Также рекомендую очищать клеммы аккумулятора от оксидации, что улучшит контакт клемм и минимизирует потери тока. Что немаловажно, после очистки клемм стоит нанести спрей для защиты полюсов клемм аккумуляторной батареи. Такого рода защитное покрытие минимизирует вероятность образования оксидации на клеммах аккумулятора и улучшит контакт клемм с аккумуляторной батареей. Что делать в том случае, если замерзла ручка? Это проблема, с которой сталкиваются достаточно часто владельцы BMW X5 E53 кузов и не только. При понижении температуры дверная ручка подмерзает, вы ее открываете, но дверь закрыть уже не удается, поскольку механизм самой ручки уже подмерз и не дает нам это сделать. Для того, чтобы зафиксировать дверь, нам нужно сделать следующее действие. Подтягиваем ремень безопасности. Далее продеваем через дверную ручку внутреннюю и фиксируем его. Далее продолжаем движение 5-10 минут, после чего у нас ручка дверная размерзается и дверь можно повторно закрыть. Это единственный рабочий способ, как разморозить ручку. Сейчас мы рассмотрим еще один вариант, как можно открыть лючок бензобака в том случае, если сломался электрозамок. В багажном отделении нам нужно открыть правую облицовочную панель и найти там вот такой тросик зеленого цвета. Если его сразу не видно, посмотрите за обшивкой. Достаточно часто бывает так, что во время сборки и разборки тросик может уйти туда под обшивку и его не видно с первого взгляда. Для того, чтобы нам открыть лючок бензобака, нужно потянуть его на себя и тем самым мы открываем лючок бензобака. Как устранить шум, который исходит от климата? Смотрите, шумит у нас вентилятор климат-контроля. Этот вентилятор подает у нас порцию воздуха на сам датчик климата. Видео о том, как снять панель климата, уже есть на канале. Ссылочку я оставлю вверху в всплывающем окне и под этим видео в описании. Вентилятор климата у нас шумит из-за того, что он сильно загрязнен со временем. Его нужно снять, очистить
И сразу скажу, что нужно нанести дополнительно силиконовую смазку на сам вал нашего вентилятора климат-контроля. Также подойдет универсальная проникающая смазка. Наносить смазку нужно сугубо на вал самого вентилятора. Небольшое количество. Я наносил при помощи ушной палочки. После очистки вентилятора климат будет работать абсолютно бесшумно. Вот, допустим, как сейчас. Еле-еле слышно работу вентилятора климата. Отдельное видео о том, как снять и очистить вентилятор, тоже есть на канале. На это видео я ссылку добавлю в описании. Рассмотрим, как определить дату производства аккумуляторов Bosch и Warta. Bosch и Warta абсолютно одинаковые аккумуляторы, поэтому информация относится как к производителю Bosch, так и Warta. Для того, чтобы определить дату производства аккумулятора, нам нужно найти 9 или 13-значный код, который находится на корпусе аккумулятора. Третий по счету символ этого кода будет обязательно буква C. Далее нам нужны будут цифры, которые находятся после этого символа, после символа C. Четвертый символ по счету, последняя цифра года выпуска. В нашем случае это цифра 9, 19 год выпуска аккумулятора. Пятая и шестая цифра – это зашифрованный код месяца. Для упрощения задачи необходимо запомнить 3 последующие цифры после буквы C. В моем случае 9, 5, 9. То есть 4, 5 и 6 цифры. Далее я предоставлю таблицу, в которой нужно найти данные цифры. На моем примере цифра 959. Это ноябрьский выпуск 2019 года. Один из подписчиков интересовался в комментариях, какую клемму аккумулятора необходимо снимать первой, минусовую или плюсовую. Минусовой провод идет сразу у нас от клеммы аккумулятора к кузову. Плюсовой провод идет на силовые предохранители и реле. Если же мы будем снимать первой плюсовую клемму аккумулятора, есть большая вероятность того, что мы сделаем короткое замыкание, поскольку минусовая клемма у нас сразу идет на кузов. И при неосторожности мы можем задеть плюсовой клеммой кузов автомобиля. Поскольку у нас есть горячие блоки, может произойти короткое замыкание. Для правильного отсоединения аккумулятора нам нужно снять минусовую клемму аккумулятора. Снимаем. После чего откручиваем плюсовую клемму аккумулятора. Далее, какую клемму аккумулятора необходимо устанавливать первой? Первой необходимо устанавливать плюсовую клемму аккумулятора. Зажимаем. И потом устанавливаем минусовую клемму аккумулятора. И зажимаем. Для того, чтобы отсоединить аккумулятор и сохранить все настройки, которые есть в автомобиле, нам понадобится дополнительный аккумулятор и комплект проводки. Проводку мы будем подключать к клеммам, плюсовая клемма и минусовая клемма. Сначала подключаем плюсовой клеммник, затем подключаем плюсовой клеммник к плюсовой клемме на аккумуляторе. Далее подключаем минусовой клеммник к минусовой клемме под капотом и подключаем клеммник минусовой к минусовой клемме на аккумуляторе. После того, как мы подключили дополнительный аккумулятор к клеммам, которые находятся у нас под капотом, можем приступить к снятию аккумулятора. Сначала откручиваем минусовую клемму, затем плюсовую. Снимаем минусовую и откручиваем плюсовую клемму. Снимаем плюсовую клемму. Далее снимаем вентиляцию с аккумулятора и откручиваем крепежный винт. Теперь можем снимать аккумулятор. И сейчас сделаем замер с наших клемм аккумулятора, которые находятся в багажнике. Подключаем тестер к плюсовой клемме, щуп красного цвета, и подключаем щуп черного цвета к минусовой клемме. На мультиметре у нас показатель 11,8 вольт. При таком подключении все настройки и память не обнулятся, сохранятся в памяти автомобиля. И по поводу правильности отсоединения вспомогательного аккумулятора. Сначала мы устанавливаем аккумулятор в посадочное место, затем подключаем плюсовую клемму и подсоединяем минусовую клемму.
Далее на вспомогательном аккумуляторе отсоединяем минусовую клемму. Затем отсоединяем минусовую клемму на кузове. И отсоединяем плюсовую клемму, которая находится у нас под капотом. И отсоединяем плюсовую клемму, которая находится на вспомогательном аккумуляторе. Как посмотреть точный остаток литров в баке? Остаток топлива в баке у нас на минимальном уровне. Для того, чтобы зайти в сервисное меню, нам нужно его разблокировать. Поворачиваем ключ зажигания во второе положение. Зажимаем правую кнопку, удерживаем ее до момента появления надписи «Тест номер 1». Далее нам нужно выбрать правой кнопкой «Тест номер 19». Подтверждаем левой кнопкой. Видим надпись «Lock On». При помощи левой кнопки нам нужно ввести сумму сложения последних 5 цифр ВИН номера кузова. В моем случае это цифра 17. Выбираем цифру 17 и подтверждаем правой кнопкой. Далее при помощи правой кнопки выбираем подпункт под номером 6 и подтверждаем левой кнопкой. Первая цифра, которую мы видим на приборной панели, это у нас значение датчика под номером 2, уровень топлива в баке без топливного насоса. Вторая цифра по центру, которую мы видим на приборной панели, это у нас первый датчик уровня топлива, сторона топливного насоса. И третья цифра, которую мы видим, это суммарный уровень топлива в баках. Далее нажимаем левую кнопку. Данная цифра, которую мы видим сейчас на приборной панели, это суммарный уровень топлива в обеих баках за вычетом резервной области. В данном подменю можно всегда увидеть в цифровом варианте остаток топлива в баке. Система контроля давления в шинах или система повреждения шин следит за давлением во всех 4 колесах в процессе движения автомобиля. При падении давления в одной из нескольких шин загорается индикатор на панели приборов, который информирует о том, что давление в шинах заметно падает. Нормы давления воздуха в шинах приведены в табличке, закрепленной в торце двери водителя и указаны при нормальной температуре для шин, рекомендованных фирмой BMW. У меня колеса в 20 размере, передние колеса качают 2,2 бара, задние 2,3 бара. При полной загрузке автомобиля спереди качают 2,3 бара, сзади 2,4 бара. Для того, чтобы система RDC могла запомнить правильное значение давления, необходимо проверить давление воздуха в шинах всех колес по прибору, манометру и сравнить их с табличным значением и при необходимости откорректировать его. Теперь можно включить систему RDC. Включение системы необходимо проводить в следующем порядке. Проверить и откорректировать давление в шинах. Повернуть ключ зажигания в положение 2. Запустить двигатель. С места не двигаться. Нажать на клавишу и держать ее нажатой до тех пор, пока на панели приборов несколько секунд не загорится индикатор системы желтым цветом. Начать движение. При включении задней передачи правое зеркало заднего вида автоматически опускается в нижнее положение, для того, чтобы было лучше видно бордюр, ограждение или бровку, и вы не поцарапали колесные диски во время движения назад. Когда переключаем с селектора КПП в положение драйв или паркинг, зеркало заднего вида возвращается в свое стандартное положение. Данную функцию можно отключить, если переключатель зеркал находится в левом положении. Если мы поставим переключатель в правое положение, при включении задней передачи зеркало будет стоять на месте и не дергаться. Рассмотрим, как правильно подключать бустер к автомобилю, для того, чтобы предотвратить выход из строя электроники автомобиля. Итак, последовательность подключения следующая. Ключ мы достаем с замка зажигания. Далее подключаем зарядную станцию или бустер к клеммам аккумулятора автомобиля, либо к клеммам, которые находятся у нас под капотом. Последовательность подключения. Сначала подключаемся к плюсовой клемме, далее подключаем минусовую клемму. Перед тем, как подключить бустер или пускозарядное устройство к сети, убедитесь, что он выключен. Подключаем бустер к сети. Если задача быстро запустить машину, у бустера есть режим старт. Активируем режим и включаем бустер. Показатели на амперметре. И запускаем автомобиль. Запустился. Далее незамедлительно выключаем наш бустер. Выключаем бустер с сети. Снимаем минусовую клемму и снимаем плюсовую клемму. Надеюсь, видео не пригодится, но если уже пригодится, то будет полезным. Какое у меня напряжение бортовой сети после простоя автомобиля в районе 4 дней. Машина у меня как раз постояла в районе 4 дней. Я подключил щупы к аккумулятору и при помощи мультиметра сейчас посмотрим напряжение. Сейчас напряжение у меня прибор показывает 12,5 вольт.
И давайте сейчас запустим машину, посмотрим, какое напряжение сети будет на заведенную. И смотрим на заведенную. Тестер у меня показывает 13,6, 13,7. Оптимальное напряжение должно быть 13,8-14 вольт. Но такое напряжение у меня было всегда с момента приобретения автомобиля. Напишите в комментариях, какое напряжение бортовой сети в вашем автомобиле после простоя в районе 4 дней. Также интересует замер, который покажет мультиметр на заведенную. Также в описании оставлю ссылку на телеграм-канал, где есть отдельная ветка, чат. Можете писать также туда. Вот, заглушил автомобиль, показатель на мультиметре 12,7 вольт. И сейчас сделаем еще один замер на незаведенную под капотом с клеммой генератора и с клеммой аккумуляторной, которая находится у нас под капотом. И показания на мультиметре 12,5 вольт. И сейчас сделаем замер на плюсовой клемме. Показатель аналогичный 12,5 вольт. И сейчас сделаем замер на заведенную. Показатель на заведенную на мультиметре. Показатель с клеммы 13,83-84. И сейчас сделаем еще один замер с дополнительными потребителями. Включим ближний, дальний и противотуманный свет. Также включим кондиционер. И включим обороты климат-контроля на максимальную скорость. Вот такой показатель на мультиметре при включении дополнительных потребителей. 13,6 вольт. Выключаем потребители. После подключения клемм аккумулятора у нас загорается на приборной панели ошибка 4×4. Давайте рассмотрим, как ее быстро убрать. Сейчас подключим клеммы аккумулятора. Сначала я подключу плюсовую, затем минусовую. Устанавливаем плюсовую клемму. Поджимаем. Далее устанавливаем минусовую клемму. Поджимаем. Поворачиваем ключ зажигания. И запускаем. На приборной панели у нас горит ошибка 4×4. Для того, чтобы убрать эту ошибку, нам нужно поступить следующим образом. Поворачиваем рулевое колесо влево до упора. Делаем несколько оборотов. И вправо. Также до упора. И видим, как у нас ошибка 4×4 погасла. Теперь можем вернуть рулевое колесо обратно. Какая должна быть полная комплектация багажного отделения в связи с тем, что у некоторых отсутствуют какие-то элементы в багажнике. Сейчас мы рассмотрим, какие элементы в багажнике должны быть в оригинале. Здесь у нас находится крюк фаркопа. Фиксируется он при помощи вот такой защелки. Здесь у нас находится ручка для домкрата. В оригинальном каталоге значится как кривошип подъемника. Вот так он выглядит. Домкрат находится у нас вот здесь. Здесь у нас стяжная лента для фиксации домкрата. Опора багажной двери. Так она выглядит. Предназначена для фиксации багажной двери. Установим ее на место. Далее здесь у нас буксировочный крюк. Так он выглядит. Здесь находится ключ для откручивания колесных болтов. Всего два варианта ключей под размер 17 и 19. Здесь у нас находится секретка.
Так она выглядит. Всего 5 разновидностей секреток. Защитные колпачки на секретку у меня отсутствуют, но номерочек оставлю в описании. Здесь у нас находится кронштейн для 2 подкладных клинов. И так выглядят наши подкладные клины. Это один клин. И второй клин. Под колесом должно быть 2 подкладки под аварийное колесо. Лоток запасного колеса идет в комплекте с ручкой. Знак аварийной остановки находится у нас в левой части багажника. Так выглядит футляр. И так выглядит знак аварийной остановки. Для фиксации знака необходимо попасть вот этим фиксатором вот в это отверстие. И защелкиваем, и складываем. Номер фиксатора также оставлю в описании под этим видео. По поводу фиксации запасного колеса. Здесь есть уплотнительная резинка, шайба и болт с барашковой гайкой. Об этом есть отдельное видео на канале. Ссылочка будет вверху в всплывающем окне. И под видео в описании. Как прикурить BMW X5, если разрядился аккумулятор. Прикуривать будем от Audi. Открываем капот Audi. И открываем капот BMW. Далее нам понадобится комплект проводки. Ищем плюсовой терминал под капотом. Открываем. Подключаем к терминалу плюсовую клемму. Далее ищем под капотом Audi плюсовой терминал. Находится он у нас вот здесь. Открываем крышку плюсового терминала. И подключаемся к плюсовому терминалу. И подключаемся к минусовому терминалу. Подключаемся минусовой клеммой к минусовому терминалу BMW. Проверяем надежность соединения. Проводку мы подключили. Далее нам нужно завести Audi и дать поработать порядка 5 минут. Так, запускаем Audi. Машина донор. Запустили. И ожидаем порядка 5 минут. Также можно поднять обороты до 2000 и подождать какое-то время. По истечению времени идем запускать BMW. Так, пробрались в BMW и запускаем. Далее снимаем клеммы с Audi. Так, сначала снимаем минусовую клемму под капотом Audi. Убираем ее в сторону. Далее снимаем минусовую клемму под капотом BMW. И снимаем плюсовую клемму под капотом BMW. И снимаем плюсовую клемму под капотом Audi. Закрываем крышку терминала. И проводку можно забирать. Машина какое-то время поработала, аккумулятор подзарядился, и сейчас я делаю второй запуск. И не забываем закрыть плюсовой терминал под капотом BMW. Надеюсь, данное видео будет полезным. Переходите на канал и смотрите другие мои видео. Не забывайте подписаться на канал. До встречи на канале. Что означает маркировка на шинах? Сегодня рассмотрим значение цифр и букв на резине. Самая важная маркировка автомобильных шин – это их размер. В нашем случае размер 275/40/20.
275 – это ширина профиля покрышки, измеряется в миллиметрах. Число 40 – это отношение высоты профиля шины к его ширине, выражено в процентах. На нашем примере 40% от 275 – это 110 мм. Буква R означает радиальный тип покрышки. Число 20 – это посадочный диаметр, выраженный в дюймах. Если есть необходимость узнать величину в миллиметрах, необходимо умножить величину в дюймах на 25,4 и получим значение в миллиметрах. На шине мы видим страну ее изготовления, производитель шины и название модели шины. Также на резину наносится информация о максимальной нагрузке на одно колесо, в нашем случае 850 кг. Соответственно, на комплект можно грузить 3 тонны 400 кг. Главное, чтобы индекс нагрузки соответствовал максимально допустимой массе автомобиля, который указан в техническом паспорте авто. Если мы видим буквы XL рядом с индексом максимальной нагрузки, это говорит нам о том, что данные шины с повышенным индексом максимальной нагрузки, и обычно это будет на 3 единицы больше. Если шина с обозначением 102 и присутствуют буквы XL, мы добавляем к цифре 102 3 единицы и получаем шину с индексом нагрузки 105. Шина может выдержать большую нагрузку. И максимальное давление. Для этой шины максимальное давление 350 кПа. Надпись обозначает направление вращения колеса. Также на колесе есть надпись Inside, внутренняя часть установки, и Outside, наружная часть установки. Если на колесе есть изображение снежинки, это обозначает, что резина зимняя. В другом месте на колесе дублируется размер шины, но уже с обозначением индекса нагрузки и с индексом скорости. 102. Это индекс нагрузки на колесо, который означает, что максимально допустимая нагрузка на одно колесо 850 кг. Эта информация дублируется на резине, мы ее видели ранее. Буква W означает индекс скорости. Максимально допустимая скорость для этой резины составляет 300 км в час. Если на резине есть буквы M плюс S, они означают грязь и снег. Данную резину можно эксплуатировать в этих условиях. Radial Tubeless обозначает бескамерная радиальная покрышка. Стрелка или треугольник вверху возле протектора шины показывает, где находится индикатор износа шины. Если резина сотрется до этого отлива на шине, дальнейшая эксплуатация шины запрещена. Это небезопасно. Одной из самых важных маркировок на шине является дата изготовления резины. На примере. 5-я неделя 2013 год. Данная информация очень важна при покупке новой или подержанной резины, поскольку гарантийный срок эксплуатации резины составляет 7-8 лет. Далее резина теряет свои свойства, и передвижение на такой резине небезопасно. Обозначение DOT. Шина сертифицирована для продажи на территории США. Номер пресс-формы от производителя, заводской номер модели, заводской номер протектора. Обозначение TreadWear относительно износостойчивости рисунка протектора. TreadWear – это показатель износостойкости, измеряется в условных единицах. Чем меньше это число, тем мягче резина, соответственно лучше сцепление и меньше пробег. Делим число на 4 и узнаем, на какой пробег рассчитана покрышка. Traction – показатель тормозного пути на мокрой дороге, обозначается индексами C – плохой показатель, A – хорошо, и две буквы А – отличный показатель. И показатель температурной устойчивости на больших скоростях движения А, Б или С. Система такая же, как и в Traction. Обозначение E2. Шины сертифицированы для продажи в Европе. E – это обозначение о прохождении европейской сертификации. Цифра – это страна, в которой данная шина проходила сертификацию. И номер сертификата. Также на шине есть маркировки, обозначающие слойность каркаса шины и из чего эти слои состоят. По какой причине могут растрескиваться шины? Я выделил 3 основных причины. Первая – это низкое давление шин. Если ездите на низком давлении, шины будут растрескиваться. У любой шины есть предел эластичности. Если колесо нормально накачано, шина имеет определенную эластичность. Если колесо спущено, резина будет работать на излом, это будет вредить. Когда вы ездите на малом давлении, вы очень сильно изнашиваете резину. Начинают появляться трещины. На боковых частях появляется избыточный износ. Вторая причина – это реагенты, которые насыпают дорожные службы на дороге общего пользования. Из рекомендаций: более частые мойки и использование консервантов для шин.
Третья причина растрескивания – это солнечный свет. Для хранения зимней резины необходимо хорошенько отмыть и нанести консервант или средство по уходу за шинами. Главное условие при хранении шины – это отсутствие солнечных лучей. Если это летняя резина, не храните ее на морозе, холод, мороз способствуют растрескиванию шин. Резина должна быть вымыта от реагентов и скрыта от солнца. Когда наступит сезон ее устанавливать, обязательно накачайте правильное давление. Также обратите внимание на возраст резины. Если резине более 3 лет, могут появляться растрескивания. При выполнении всех этих условий резина будет служить долго и не будет растрескиваться. Как я мою и ухаживаю за автомобилем. Начнем с мойки арок и колесных дисков, поскольку это самая грязная часть автомобиля. Первым делом нанесем очиститель ржавого налета на диски и резину. Далее наносим универсальный очиститель в пропорции 1 к 5. Проходим щеткой арки и колесные диски с резиной. При помощи кисти добираемся в труднодоступные места и очищаем отверстия в колесном диске для крепежных болтов. Дополнительно прохожу внутреннюю часть диска щеткой с удлиненной ручкой. Задней части спиц уделяем отдельное внимание, поскольку именно там скапливается большое количество грязи. Далее наносим очиститель шин и проходим щеткой для шин. Если вы видите, что пена очистителя по-прежнему коричневого цвета, нужно дополнительно нанести очиститель и пройти поверхность шины повторно до полного устранения коричневого цвета. После чего я наношу ручной шампунь в пропорции 1 к 10. Прохожу диски с шинами и удаляю остатки шампуня с поверхности. Колеса и арки отмыли, можно приступать к мойке кузова. Начнем с нанесения первой фазы. Я буду применять универсальное чистящее средство Koch Chemie Green Star в пропорции 1 к 10. Основная задача – убрать основное количество скопившейся грязи на кузове. Необходимо соблюдать баланс в использовании химии при мойке кузова, как в концентрации, так и исключить из возможных вариантов применения агрессивной химии, что негативно сказывается на покрытии кузова автомобиля. Допустим, при использовании жесткой и агрессивной химии в больших концентрациях присутствует большая вероятность повреждения хрома, помутнения лака и пластика фар, что достаточно распространено на кузовах BMW. Есть вероятность повреждения Shadow Lines. Это приведет к их помутнению в дальнейшем, после чего данные элементы кузова тоже нужно восстанавливать и приводить в порядок. Касательно восстановления Shadow Lines у меня есть отдельное видео на канале, ссылку оставлю в описании под этим видео. Как рекомендация, выбираем более щадящую и менее агрессивную автохимию. Обращаем внимание на уровень pH, который указан на упаковке. Наносим чистящее средство на кузов автомобиля и смываем при помощи мойки высокого давления, начиная с нижней части кузова, заканчивая верхней частью кузова. Таким образом заставляем автохимию поработать на кузове и удалить максимально возможное количество грязи, бесконтактно. Хочу обратить внимание, что чистящее средство не должно снимать всю грязь с первого раза. Очиститель должен работать щадяще относительно покрытия кузова. Для удаления остаточного количества грязи существует вторая фаза. И приступим к второй фазе. Это ручная мойка и удаление остаточного количества грязи с кузова автомобиля. Будем применять автошампунь для ручной мойки от Chemical Guys Mr. Pink. Будем мыть в 2 ведра, условно разделяя автомобиль на 2 части. Верхняя часть кузова и нижняя часть кузова. Соответственно, для нижней части кузова одно ведро с мочалкой и для верхней части кузова второе ведро с микрофибровой варежкой от Chemical Guys. И начинаем мойку кузова автомобиля с верхней части кузова. Соответственно, наносим шампунь, проходим верхнюю часть кузова микрофибровой варежкой и труднодоступные места очищаем при помощи кисти. В таких местах, как решетка радиатора, полости и углубления на кузове, достаточно сложно очистить при помощи мочалки или микрофибровой варежки. Именно поэтому и будем очищать такого рода поверхности при помощи кисти. Нижнюю часть кузова проходим мочалкой и применяем второе ведро, поскольку нижняя часть кузова у нас более грязная и содержит большее количество песчаных частиц. Выше середины кузова эту губку мы не будем использовать для минимизации повреждения лакокрасочного покрытия кузова. И приступаем к смывке автошампуня. Удаляем остатки шампуня с труднодоступных мест. Смываем сверху вниз для более эффективного удаления остатков шампуня с кузова автомобиля. Приступаем к сушке кузова и проходим все части кузова микрофибровым полотенцем для сушки кузова без нажима. Наносим на кузов средство для удаления остатков насекомых, очищаем и удаляем с кузова. Следующим этапом наносим антибитум и удаляем остатки битума с кузова при помощи микрофибры. Далее наносим средство для удаления металлических вкраплений на поверхность кузова и очищаем. Таким способом удаляем мелкие частицы, которые оседают на поверхность кузова с дороги, с колодок вашего автомобиля и соседних автомобилей. Периодически данную процедуру нужно делать, существенно продлит жизнь лакокрасочного покрытия. Очистка поверхности кузова глиной с
лубрикантами. Данное действие следует делать только в том случае, если вы планируете полировку кузова. Проходим поверхность кузова глиной с лубрикантом. Как альтернативный вариант в продаже есть варежка скраб. В сравнении с глиной она более щадяще очищает лакокрасочное покрытие автомобиля. Повторная ручная мойка. Смываем и очищаем поверхность кузова, сушим. После чего полируем кузов и удаляем мелкие царапины. В завершении проходим финишной пастой для удаления голограмм с кузова автомобиля. Нанесение защитного покрытия. Если задача быстро нанести на кузов защитное покрытие, существуют защитные покрытия в аэрозольном виде. По завершению мойки состав наносится на поверхность кузова и кузов протирается микрофиброй. Также возможно нанесение керамических составов. Я применяю твердый воск или полироль с пигментом для придания кузову более насыщенного цвета и блеска лакокрасочного покрытия. Наношу на поверхность кузова при помощи аппликатора и располировываю при помощи фибры или шерстяного аппликатора. Для наглядности покажу вам, какие гидрофобные свойства у кузова автомобиля после нанесения твердого воска и после полироли с пигментом. Напишите в комментариях, какими защитными составами пользуетесь вы. Я применяю твердый воск от черепахи. Покрытия хватает на 2-3 месяца, после чего повторное нанесение воска на кузов автомобиля. Полировка фар. Фары полирую при помощи паст от Chemical Guys и наношу твердый воск. Много рекомендаций пишут люди по нанесению керамики на фары. Также хороший вариант. Такого рода защиты хватает на более длительный промежуток времени в сравнении с твердым воском. Отдельное видео по полировке фар уже есть на канале. Ссылку оставлю в описании под этим видео. Нанесение защитных составов на пластик. Наношу защитный состав от CarPro Pearl. Наносить на пластик удобно аппликатором или кистью. Так выглядит пластик до нанесения, так выглядит пластик после нанесения состава. И наношу защитный состав от Soft 99 с гидрофобными свойствами на резину. Финальный результат. Так выглядит автомобиль после комплекса мойки, очистки, полировки и защиты кузова. Мы помыли автомобиль универсальным чистящим средством. Применял его как первую фазу для бесконтактной мойки кузова, колес, арок автомобиля. Далее отмыл кузов автомобиля шампунем и очистил от битума. Очистил глиной с лубрикантами, отполировал кузов автомобиля и фары, после чего нанес защитный состав на пластик, стекла и кузов автомобиля. Все, чем пользовался в процессе мойки, очистки и защиты кузова, оставлю в закрепленном комментарии под этим видео. Надеюсь, данное видео будет полезным. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал. И как бонус к этому видео я добавлю короткий ролик по поводу восстановления Shadow Lines. Начнем с подготовки поверхности и полировки. Я очистил автомобиль при помощи универсального очистителя, удалил металлические вкрапления и черные точки от битума. Далее я оклеил малярной лентой кузов по периметру рабочей поверхности, части кузова, с которыми буду работать. Это у нас центральная часть, окантовка водительских и пассажирских окон. Перед началом полировки нужно обезжирить поверхность и убрать возможные остатки антибитума и очистителя. Я использовал антисиликон. Для полировки поверхности я буду применять конусную насадку для шуруповерта оранжевого цвета. Пасты от Chemical Guys, которые я использую для полировки Shadow Lines под номером 34 и 38. Начнем с пасты под номером 34. Наносим пасту на полировальную насадку и равномерно на минимальных оборотах распределяем на поверхность стоек. Далее увеличиваем обороты до 1500 и полируем левую часть стойки. Смотрим результат. После полировки первым номером пасты результат очевиден. Приступаем к второй части стойки и полируем левую и правую части оконных обрамлений. Далее удаляем остатки полировальной пасты при помощи микрофибры. После пасты под номером 34 наносим мелкозернистую пасту для удаления голограмм с поверхности под номером 38. Распределяем по поверхности на минимальных оборотах и начинаем полировку на более высоких оборотах. Поднимаем обороты шуруповерта до 1500. Повторно полируем левую и правую центральные части и приступаем к полировке левой части окантовки окон и правой части окантовки окон. При помощи микрофибры удаляем остатки пасты с поверхности. Смотрим результат. Так выглядели наши Shadow Lines до полировки. Так выглядят обрамления окон после полировки. Я буду устанавливать проставки на заднюю ось. Толщина проставок 30 мм. Разболтовка 5 на 120. СО у нас 72,6. Перед началом установки нанесем медную смазку на посадочное место нашей проставки. Перед тем, как наносить смазку, закроем резьбу. Нежелательно, чтобы медная смазка попадала на резьбу, поскольку там будет скапливаться грязь со временем. И наносим медную смазку. Болты можем выкручивать. И устанавливаем нашу проставку.
комплекте у нас 5 крепежных болтов. Болты для фиксации проставки. Общий размер 5,5 см. Резьба 3,2 см. Болты у нас 17 мм. Фиксируем нашу проставку на ступицу. Зажимать проставку будем звездой. Перед тем, как зажимать проставку, машину нужно поставить на паркинг и перевести стояночный тормоз в верхнее положение. Проставку зажимаем усилием 100 ньютон на метр. И проходим второй раз 140 ньютон на метр. И устанавливаем колесо. Нам необходимо открыть капот. Теперь нам нужно нанести силиконовое масло в эти отверстия. Если не использовать масло, может обломаться одна из ножек направляющей значка. Вот видно направляющая значка. Капот можем закрыть. Далее нам понадобится пластиковый инструмент. И при помощи пластикового инструмента поддеваем наш значок. И аккуратно снимаем. Обе ножки уцелели. И устанавливаем в посадочное место. И одновременно значок на месте. Поскольку левый рычаг стеклоочистителя частично скрыт под капотом, для замены щеток нам необходимо перевести их в вертикальное положение. Для того, чтобы перевести щетки стеклоочистителя в вертикальное положение, нам нужно повернуть ключ зажигания в первое положение. Далее нам необходимо перевести рычажный переключатель в положение 1 и выключаем зажигание. Теперь наши стеклоочистители находятся в сервисном положении. Далее можно безболезненно производить замену щеток стеклоочистителя на новые. Для того, чтобы вернуть дворники на место, необходимо повернуть ключ зажигания в положение 1. И наши дворники становятся в исходное положение. Если заглушить автомобиль и достать ключ зажигания с замочной скважины, нажать рычаг включения дальнего света, то на 30 секунд загорится ближний свет. Функция называется «Проводи домой», работает на фарах с линзованной оптикой и ксеноновыми лампами. Нажимаем и удерживаем клавишу включения дальнего света, и через некоторое время у нас загорается ближний свет. Далее закрываем машину, и свет автоматически выключится через 30 секунд. При открытии дверей загорается свет в салоне. Для того, чтобы свет больше не загорался, нужно нажать кнопку включения освещения и подержать ее некоторое время в нажатом положении. При открытии дверей свет не загорается. Для того, чтобы вернуть в штатный режим, достаточно один раз нажать на кнопку. Для того, чтобы выключить монитор, нам нужно найти пункт «Выключить монитор» и подтвердить нажатием правой кнопки. Для включения монитора повторно нам нужно кратковременно нажать на кнопку, и наш монитор активируется. Заводим машину. При включении аварийной сигнализации аварийка будет работать в постоянном режиме. Если вы включите поворотник, аварийка гаснет и включается поворотник. Достаточно удобно при буксировке автомобиля. Еще одна полезная функция, которая может пригодиться зимой. Если машина закрыта, закрыты центральные замки, лючок бензобака также закрыт, открыть его снаружи не выйдет. При открытии машины срабатывают центральные замки, и фиксатор лючка бензобака также срабатывает, разблокирует лючок бензобака. Если механизм замерзнет или сломается в закрытом положении, открыть лючок снаружи не будет такой возможности. Для этого в правом заднем крыле BMW предусмотрели специальный пластиковый тросик зеленого цвета с изображением бензоколонки, при помощи которого можно открыть лючок бензобака изнутри. Для этого достаточно просто потянуть за трос, и лючок бензобака откроется.
Если вы закрываете автомобиль в ночное время суток и вам нужно, чтобы в машине загорелся свет, достаточно еще раз однократно нажать на кнопку закрытия на ключе, и свет включится в салоне. Также включится подсветка, которая находится в нижней части зеркала заднего вида. Для того, чтобы назначить нам нужную радиоволну на определенную кнопку на магнитофоне, нужно выбрать радиостанцию и придержать на пару секунд кнопку, на которую мы хотим назначить эту радиоволну. Таким способом можно назначить все пронумерованные кнопки на магнитофоне. Как оказалось, мало кто знает, как работает и какие режимы есть у селектора переключения передач. У нашего селектора есть положение S – Sport. В данном положении машина будет затягивать передачи и делать их более длинными. При кратковременном нажатии селектора в положение с обозначением плюс мы перейдем в ручной режим переключения передач. Машина не будет переключать следующую передачу до момента повторного нажатия селектора в положение плюс или при понижении передачи путем переключения селектора в положение минус. Для выхода с ручного режима управления коробкой передач возвращаем ручку в положение Drive. Касательно скрытой функции панорамного люка и окон, при удержании кнопки открытия на ключе автоматически открываются передние стекла, затем задние и панорамный люк. При удержании кнопки закрытия на ключе сначала закрывается панорамный люк, закрываются задние стекла и передние стекла. Хочу добавить, что данная функция не активна у автомобилей с американского рынка. Ее можно активировать путем кодирования. Если вы передвигаетесь на машине в дождь и у вас включены стеклоочистители в непрерывном режиме, то при остановке у вас будет автоматически включаться режим через один. После начала движения стеклоочистители автоматически перейдут в непрерывный режим. Если в передней или задней фаре перегорела лампа ходовых огней, автоматически включится лампа поворотников и будет светиться в пол накала до момента устранения неисправности и замены лампы на новую. Функция «Стояночные огни» используется в темное время суток, когда машина стоит на обочине трассы. Машина заглушена и габариты выключены. Включаем поворотник и смотрим. Светится габарит с той стороны, в которую включен поворотник. Как видите, габаритные огни включены только в одной фаре. Довольно полезная функция доводчиков стекол. Если между стеклами и дверью появится какое-то препятствие, эта функция не даст закрыть стекла до конца. Активируем, ставим руку, и доводчик автоматически понимает, что у него есть препятствие и не дает закрыть стекло. А эта функция специально для тех, кто забывает или не знает о существовании поворотников. Смотрите, при нажатии на рычажный переключатель вниз срабатывает левый указатель поворота и моргает стрелочный индикатор указателя поворотов на приборной панели. А при переключении рычажного переключателя в верхнее положение срабатывает правый указатель поворота и на приборной панели загорается стрелочный индикатор поворотов в правую сторону. Расположение прикуривателей в автомобиле. 12-вольтовый прикуриватель в правой части багажного отделения. Работает только при включенном зажигании. Расположение прикуривателей в салоне. Тот прикуриватель, о котором все знают. Это прикуриватель в центральной консоли под декоративной крышкой, прикуриватель в задней части подлокотника и прикуриватель, о котором мало кто знает. Расположение прикуривателя под перчаточным ящиком. Этот прикуриватель удобно использовать для подключения дополнительных устройств или для подключения компрессора для подкачки шин. Мой компрессор предназначен для подключения к клеммам аккумулятора или клеммам, выведенным под капотное пространство. О ремонте ручки. Первым делом нам нужно снять карту дверей. Снимаем верхнюю пластиковую накладку. Всего 4 фиксатора. 1, 2, 3, 4. При помощи насадки Torx T20 нам нужно открутить 4 болта, которые крепят карту. 1, 2, 3 под пластиковой крышкой и 4 внизу карты. Первый болт. Откручиваем второй болт. Находится он у нас слева от ручки дверной. И достаем аккуратно. Следующий болт у нас находится под пластиковой крышкой. Снимаем крышку.
И откручиваем последний болт. И снимаем блок управления стеклоподъемниками. Далее нам нужно отщелкнуть 3 разъема, 1, 2, 3. Для того, чтобы отщелкнуть этот разъем, нужно нажать на фиксатор и отвести в сторону серый фиксатор. Так же самое этот разъем необходимо нажать на фиксатор и отвести в сторону серый фиксатор. И наш разъем выходит. И снимаем этот разъем. Блок стеклоподъемника можно отложить в сторону. При помощи пластикового инструмента снимаем карту дверей. В верхней части карты у нас 5 металлических защелок. Далее нам нужно отсоединить пластиковый фиксатор тросика ручки. И утопить вовнутрь. Далее нам нужно снять нижний фонарь в карте двери. Поддеваем его при помощи пластикового предмета и отсоединяем разъем. Поднимаем карту вверх, выводим ее с защелки. Тросик наш отсоединен. Вот фиксатор троса внутрисалонной ручки. Не забываем отсоединить разъем подсветки ручки. Так выглядит разъем подсветки ручки. Можно снимать карту. По центру дверной карты есть еще один фиксатор. Ответная его часть на дверной карте. Снимается он вниз. Далее нам понадобится снять аэрбэг. Перед тем, как это делать, я рекомендую отсоединить клемму аккумулятора. Нам нужно открыть нижнюю ляду. Поднимаем ее вверх. Далее нам понадобится крючок для фиксации. Так он выглядит. И фиксируем крышку при помощи крючка. Далее откручиваем фиксатор нашего запасного колеса. Снимаем металлическую шайбу и снимаем уплотнительное кольцо. Далее нам понадобится пластиковое приспособление, которое у нас есть в комплекте, для удаления запасного колеса с посадочного места. И устанавливаем пластиковое приспособление в посадочное место в наш замок на верхней части нашей ляды. Также нам понадобится еще одно пластиковое приспособление. Так оно выглядит. При помощи этого пластикового приспособления фиксируем нашу крышку багажника, для того, чтобы крышка не закрылась. И снимаем наше запасное колесо. Далее нам нужно открутить металлическую конструкцию, которая находится под запасным колесом. Всего 2 болта, 1, 2 и 2 гайки, 1, 2. Нам понадобится ключ на 13 и откручиваем болт ключом на 13. Один болт. Второй
болт и откручиваем гайки. Одна гайка. И вторая гайка. И снимаем металлическую конструкцию. Аккуратно выводим ее и откладываем. Так выглядит металлическая конструкция в сборе. Далее откручиваем минусовую клемму при помощи ключика на 10. Снимаем клемму и откладываем ее в сторону. И откручиваем аэрбэк при помощи 10-й головки. И снимаем шумоизоляцию. Далее нужно отсоединить трос ручки. И отсоединяем фиксатор тросика ручки. Снимаем пластиковую заглушку в боковой части двери. Центральная ее часть и наружная часть. Далее нам понадобится шестигранный ключ. При помощи шестигранного ключа откручиваем болт, который фиксирует нашу ручку. Далее нам понадобится ключик на 8 и откручиваем вот эту гайку. До конца ее откручивать нет надобности. Можно остановиться в таком положении. Далее нам понадобится отвертка плоская. Нам необходимо поддеть в этой части силюмина. Подфиксировать. И выводить вниз пластиковую ручку. Далее нам необходимо провернуть по часовой стрелке ручку и достать с посадочного места. Можно отпускать. Так выглядит посадочная часть ручки. Здесь всего два вот таких паза. Один с одной стороны, второй с другой. Далее нужно снять уплотнители. Под этим уплотнителем у нас еще один крепежный болт. Второй уплотнитель также можно снять. Далее откручиваем крепежный болт, который у нас остался. И придерживаем ручку с обратной стороны. До конца его можно не выкручивать. Необходимо нажать на ручку и вывести. И снимаем ручку. Неисправность в этих ручках зачастую вот в этом месте. Далее приступим к ремонту дверной ручки. Нам понадобится сделать отверстие вот в этом месте. Также нам понадобится проволока порядка 8 сантиметров и сверло 3 миллиметра.
Далее делаем отверстие. Далее устанавливаем шестерню в среднее положение и заводим в посадочное место направляющую. Далее изгибаем проволоку. И заводим ее через отверстие. И закручиваем проволоку. Устанавливаем пружину на место. Проверяем. По необходимости добавляем смазку. Теперь приступим к снятию тросика. Для этого нам нужно поддеть вот эту защелку, фиксатор. Так, и выводим трос с посадочного места. Готово. Так выглядит наш трос. На тросе ручки есть место для фиксации. Диаметр его 8 миллиметров. Рядом есть еще одно такое место другого диаметра. Сейчас мы замеряем диаметр. Оно у нас диаметром в 1 сантиметр. Нам необходимо его уменьшить до 8 миллиметров. Для этого нам понадобится тонкий надфиль. И при помощи тонкого надфиля уменьшаем диаметр. Итак, после 10 минут усердных работ надфилем мы имеем два абсолютно одинаковых посадочных места. Родное посадочное место 8 мм и второе посадочное место, которое мы только что уменьшили, до 8 мм. Сейчас мы рассмотрим один из вариантов устранения неисправности. Нам необходимо поддеть пластиковую крышку и отщелкнуть. Здесь у нас есть возможность регулировки. Нам необходимо утопить вот эту вот пластиковую штуку глубже. Тем самым мы сократим размер тросика. Его можно достать полностью и переустановить глубже. Нажимаем и защелкиваем. Далее устанавливаем пластиковую крышку на место. Готово. Далее устанавливаем наш трос на место. Направляем. И защелкиваем фиксатор в силюминовой ручке. Готово. Можно устанавливать. Далее устанавливаем нашу восстановленную ручку на место. Заводим ее в таком положении. И поднимаем вверх.
Вот наш крепежный болт. И направляющая вот с этой стороны. Фиксируем ручку при помощи болта. Готово. Далее устанавливаем уплотнительные резинки на место. Одна и вторая резинка. Приступаем к установке ручки. Для этого нам необходимо зацепить силюмин, пододвинуть к себе. И в таком положении необходимо заводить ручку в посадочное место. И проворачиваем против часовой стрелки. Готово, ручка на месте. И зажимаем нашу ручку при помощи ключика на 8. Чувствительно поджимаем, достаточно. Далее устанавливаем фиксатор тросика во второе положение, которое мы дорабатывали, и защелкиваем его. И фиксируем трос ручки. Перед сборкой проверяем. Отлично. И устанавливаем личинку замка на место. При помощи шестигранника закручиваем. Поджимаем. Достаточно. Сразу можно установить на место заглушку. Наружная часть заглушки и внутренняя. Далее устанавливаем шумоизоляцию на место и устанавливаем на место подушку безопасности. И зажимаем. Далее устанавливаем нашу карту на место. Нам нужно выпустить провода наши для подключения блока стеклоподъемников. Далее нам нужно подключить наш трос открытия ручки. Проверяем правильность установки защелки ручки. Вот наша подсветка. И аккуратно подсоединяем. Далее устанавливаем карту и защелкиваем верхние защелки. Далее защелкиваем боковые клипсы. Подключаем разъемы блока стеклоподъемников. Один. Второй. И последний, третий. Проверяем. И устанавливаем блок стеклоподъемников на место. Аккуратно заводим. Готово. И закручиваем крепежные болты нашей карты. Второй.
Защелкиваем защитную крышку. И закручиваем последний крепежный болт. И устанавливаем на место декоративную накладку. И устанавливаем на место плафон подсветки. Устанавливаем разъем. И заводим наш плафон в посадочное место на карте. И защелкиваем. Устанавливаем минусовую клемму на место. Подключаем. И зажимаем ее при помощи ключика на 10. И устанавливаем нашу металлическую деталь на место. Заводим ее в посадочное место. Попадаем в направляющие. И совмещаем резьбу. Закручиваем наши болты. Один болт. Зажимаем болт ключом на 13. Поджимаем. И закручиваем второй болт. Зажимаем его ключом на 13. Устанавливаем наши гайки на место. Закручиваем. Вторая гайка. И зажимаем их ключом на 13. Одна. И вторая. И устанавливаем запасное колесо на место. Далее нам нужно снять пластиковый упор. Можем его установить на место. Закрываем багажник. Снимаем пластиковое приспособление. Одной рукой его удерживаем и направляем запасное колесо. Пластиковое приспособление можно установить на место. Далее устанавливаем резиновый уплотнитель на место и устанавливаем металлическую шайбу, которая центрует наше запасное колесо. И закручиваем вентиль. Поджимаем его. Проверяем. Достаточно. Снимаем наш пластиковый крючок. Фиксируем его в посадочном месте. Защелкиваем. И закрываем нашу крышку. Защелкиваем ее. Первым делом нам нужно снять декоративную планку наружную. Снимается она достаточно просто. Здесь есть такие пластиковые фиксаторы. 1, 2, 3, 4. И сверху 1, 2, 3, 4. Снимаются они также от руки. Далее нам нужно пройти металлические скобы с одной стороны и со второй стороны. Нажимаем на металлическую скобу и выводим пластиковую рамку. Рамку можно снять, отложить. Вентилятор, который издает шум и звуки посторонние, находится вот здесь, в этом месте. Вот более крупней.
Далее приступим к разборке блока климата. Нам понадобится отвертка. Нам необходимо поддеть наружную рамку, вот эту вот рамочку нашего блока климата в местах, где есть пластиковые защелки. Одна, еще одна. Здесь вот второй фиксатор пластиковый. Переворачиваем на вторую сторону. Здесь у нас одна защелка пластиковая. Поддеваем. Вторая пластиковая защелка. Здесь еще одна пластиковая защелка. И последняя. Так. Здесь у нас опять защелкнулось. Помогаем. Здесь также. И рассоединяем блок климата. Пластик можно отложить. Вот наш вентилятор, который издает звуки посторонние. Вот наш вентилятор крупным планом. Сейчас я попробую прокрутить, и будет слышно, как он шумит. Так. Надеюсь, шум было слышно. Далее снимаем его вверх аккуратно. Так он у нас выглядит. Нам понадобится одеколон или спирт и ушная палочка. Наносим одеколон на ушную палочку. Есть. И протираем корпус нашего вентилятора. Также нам нужно протереть сам вентилятор. Сейчас я сделаю фокус на вентилятор. И протираем корпус вентилятора. Вот сколько грязи удалось снять с вентилятора и корпуса вентилятора. Сейчас еще пройдем внутреннюю часть аккуратно, чтобы не повредить вал. Так. И снимем грязь с лопастей самого вентилятора. Здесь также очень много грязи, пыли. Вот, хорошо видно. Вот это все грязь. Добавим одеколона. Соберем грязь на наружной части вентилятора. Сменим палочку. И еще раз начисто пройдем крыльчатку вентилятора.
Так, после того, как мы очистили вентилятор от грязи, его можно установить на место. Аккуратно заводим вал в посадочное место. Готово. Далее можно собирать. Дополнительно можно собрать грязь на датчике. Аккуратно, чтобы его не повредить. Здесь тоже всегда много пыли, грязи. Достаточно. Далее приступим к сборке. Устанавливаем заднюю пластиковую часть нашего блока климата. Заводим аккуратно в посадочное место нашу плату. Вот так. В таком положении. И защелкиваем. И проверяем, все ли защелки на месте. Снизу 1, 2, 3, 4. И верхняя часть 1, 2, 3, 4. Далее можем устанавливать наружный пластик. Заводится он с задней части корпуса. Так. И фиксируем его. Необходимо, чтобы все защелки пластиковые попали в свои посадочные места. Снизу 1, 2, 3, 4. И верхняя часть 1, 2, 3, 4. Все, можно устанавливать блок климата на место. Заводим блок климата в таком положении. Подключаем самый мелкий разъем. Далее подключаем черный разъем. Устанавливаем его и фиксируем скобой. Есть. Далее подключаем синий разъем. Устанавливаем его в посадочное место и защелкиваем скобу. И устанавливаем на место последний разъем. На 3 контакта. Защелкиваем его. Проверяем. Разъем на месте. Далее аккуратно заводим наш блок климата в шахту, в посадочное место. Направляем провода. И защелкиваем блок климата. И проверяем. Включаем зажигание. Теперь работа вентилятора. Слушаем. Можно выключать. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. До встречи на канале. Всем пока. Пластик автомобиля будет блестеть как новый, если сделать так. Все сталкивались с помутневшим и выгоревшим на солнце пластиком решеток радиатора и капота автомобиля. В этом видео я покажу, как восстановить внешний вид пластика своими руками. Всем привет, приветствую на канале. Сегодня мы займемся внешним пластиком автомобиля. Так выглядят пластиковые решетки радиатора и капота до очистки и нанесения защитного состава. Такой внешний вид имеют решетки радиатора после очистки и нанесения защитного покрытия. Начнем с очистки пластика и подготовки поверхности пластика перед нанесением состава. Наносим универсальный
универсальный очиститель при помощи пенника в пропорции 1 к 10. Кистью очищаем все труднодоступные места решеток, удаляем остатки очистителя с поверхности и готовим поверхность к нанесению защитного покрытия на пластик. Приступаем к нанесению защитного покрытия от Car Pro Perl в соотношении 1 к 1. Я наношу при помощи кисти. Достаточно удобно и можно добраться к самым труднодоступным местам решеток. Ожидаем порядка 10-15 минут после нанесения состава на поверхность и протираем микрофиброй. Давайте посмотрим результат. Как выглядел пластик до очистки и нанесения защитного состава на поверхность. Такой результат мы можем увидеть после очистки и нанесения защитного состава от Car Pro для пластика на поверхность пластиковых решеток радиатора и капота автомобиля. Хочу добавить, что данное средство имеет хорошие гидрофобные свойства и защищает поверхность от воздействия солнечных лучей, предотвращая пластик от пересыхания, пожелтения, растрескивания и выцветания от солнца. И сбрасываем межсервисный интервал. Нажимаем на левую кнопку, удерживаем ее, поворачиваем ключ зажигания в первое положение, дожидаемся надписи SIA, далее нажимаем еще раз кнопку, удерживаем ее до момента появления надписи Reset. Еще раз нажимаем на кнопку, удерживаем до момента мерцания надписи и подтверждаем. Видим надпись End и межсервисный интервал сброшен. Снимаем салонный фильтр. Для этого нам необходимо отвернуть защелки, вторая и центральная защелка. Открываем крышку пластиковую и достаем салонный фильтр. Вот загрязнение. Вот так выглядит наш старый салонный фильтр. Также есть грязь в корпусе салонного фильтра. Далее нам необходимо отсоединить уплотнительную планку. Снимаем верхний пластик. Далее нужно снять две пластиковые детали воздухопритока. Одна и вторая. Далее нам нужно открутить бачок с жидкостью для омывателя. Всего здесь две гайки. Одна здесь, вторая здесь. Для этого нам понадобится ключик на 10. И сдвигаем бачок. В таком положении бачка у нас есть доступ вот к этим гайкам. Сейчас мы будем их откручивать для того, чтобы снять корпус микрофильтра. Для этого нам понадобится ключ на 13. И откручиваем гайку со второй стороны. Наша гаечка. Теперь снимаем корпус микрофильтра. Далее нам нужно отсоединить вот эту пластиковую деталь. И отсоединяем защелку, снимаем трубку и гофру с проводкой. Откладываем в сторону. Далее откручиваем крепежные гайки ключиком на 10. И еще 3 винта на 10. 1. Этот болт необходимо откручивать при помощи рожкового ключа. Здесь очень мало места. Так, это второй. И последний болт в самом неудобном месте. Откручивать будем при помощи мелкой трещотки и головки на 10. И снимаем боковой пластик. Теперь у нас достаточно места
и ничего не будет мешать при снятии нижней части корпуса фильтра. И откручиваем верхнюю пластиковую защиту двигателя. И снимаем защиту двигателя. И снимаем воздухозаборник. Нажимаем на защелку на трубопроводе. И снимаем воздухозаборник. Далее снимаем боковую часть корпуса воздушного фильтра. Раз, два, три. И снимаем пластик. Вот видно воздушный фильтр. Далее откручиваем вторую часть корпуса фильтра. И сзади два болта еще, один и второй. И еще один болт сбоку. Далее откручиваем маслозаливную крышку. И снимаем верхнюю часть корпуса воздушного фильтра. И снимаем воздушный фильтр. Вот так выглядит наш старый фильтр. Довольно грязный. Прошел всего 10 тысяч. Установим назад крышку маслозаливной горловины, чтобы не попадала грязь. В нижней части корпуса воздушного фильтра достаточно много пыли и грязи. И очистим при помощи моющего средства. Слегка почистил. Кому интересно, на канале есть видео о полной очистке моторного отсека и двигателя этой машины. Ссылочку оставлю вот здесь, в всплывающем окне, и под видео в описании. И устанавливаем воздушный фильтр. Заводить фильтр необходимо в таком положении. Покажу на старом фильтре. Устанавливаться задняя часть должна вот в таком положении. Далее откручиваем крышку маслозаливной горловины. И устанавливаем верхнюю крышку корпуса фильтра.
Сразу закручиваем крышку заливной горловины и закручиваем болты. И устанавливаем боковую пластмассу корпуса фильтра. И закручиваем. И устанавливаем на место боковой пластик. Устанавливаем гофру с проводкой, защелку и трубку. И закручиваем наш пластик. Далее поджимаем верхнюю гайку. И закручиваем 3 болта. Зажимаем. И устанавливаем верхний пластик двигателя, защитную крышку. Далее устанавливаем воздухозаборник. И прикручиваем. И устанавливаем бачок омывателя на место. Далее устанавливаем боковой пластик воздушного фильтра. И устанавливаем верхний пластик, управляющий верхний, и защелкиваем точки. И устанавливаем уплотнительную планку на место. И устанавливаем наш салонный фильтр на место. Направление движения воздуха, стрелочка должна быть вверх. И закрываем крышку салонного фильтра. Мы рассмотрим, как снять центральную консоль BMW X5 E53 кузов. Рекомендую подключить автомобиль к зарядной станции. Начнем разборку со снятия внутренней части перчаточного ящика в центральной консоли. Для этого нам понадобится пластиковый инструмент.
Так выглядят пластиковые фиксаторы. Далее нам нужно открутить 4 самореза в верхней части, один и второй саморез, и в нижней части один саморез и второй саморез. И снимаем задние вентиляционные решетки. И два пластиковых фиксатора с тыльной стороны вентиляционных решеток. Один пластиковый фиксатор и второй пластиковый фиксатор. Ответные части для фиксации в центральной консоли. Одна и вторая. И отсоединяем разъемы. И два самореза в нижней части. Далее снимаем ручку селектора КПП. Снимаем чехол селектора КПП. И снимаем пластик. И отключаем разъемы. Один разъем, второй разъем и третий разъем. Так выглядят фиксаторы пластика. Переводим коробку передач в положение драйв. Далее снимаем блок кнопок аварийной сигнализации. И снимаем разъем. И откручиваем саморез под блоком кнопок аварийной сигнализации. Поднимаем вверх ручник и снимаем чехол ручника. И откручиваем саморез. Снимаем боковую обшивку. Откручиваем боковой саморез. И снимаем разъем прикуривателя с левой стороны центральной консоли. И отсоединяем еще один разъем. Откручиваем саморез, который фиксирует правую обшивку центральной консоли. И отодвигаем пассажирское сиденье в крайнее положение. И снимаем обшивку. И отключаем клеммы на прикуривателе. С каждой стороны у нас по 3 клипсы для фиксации обшивки центральной консоли. И ответные части для фиксации. Одна, вторая и третья. И откручиваем саморез с правой стороны. И задвигаем сиденье в крайнее положение. И снимаем заднюю часть обшивки центральной консоли. И выводим обшивку. Всего 4 клипсы для фиксации. Одна, вторая, третья и четвертая. Откручиваем саморез в нижней части центральной консоли. И задвигаем вперед сиденье. И снимаем заднюю часть обшивки центральной консоли с левой стороны. С этой стороны также 4 фиксатора, 4 клипсы. Раз, два, три, 4. И откручиваем саморез. И задвигаем сиденье в крайнее положение. Приподнимаем центральную консоль. Снимаем блок кнопок. Отстегиваем разъем. Еще один разъем, который нужно отсоединить.
И снимаем центральную консоль. Ссылку на видео о том, как установить центральную консоль BMW X5 E53 кузов, оставлю в описании под этим видео. Также оставлю в описании ссылку на видео о том, как заменить шторку подстаканников. Система поддержания заданной скорости круиз-контроль. Система способна запоминать и поддерживать определенную скорость автомобиля на уровне не ниже 30 км в час. Система включается только при работающем двигателе. Включение системы. Для активации системы необходимо повернуть ключ зажигания в положение 2 и следующее положение. Нажмите клавишу на рулевом колесе. На комбинации приборов загорится контрольная лампа. Теперь системой можно пользоваться. Выключение системы. Необходимо нажать на клавишу и удерживать ее, пока не погаснет контрольная лампа на приборной панели. Система поддержания заданной скорости также выключается при повороте ключа зажигания в положение 0. Значение скорости в памяти стирается. Ввод и поддержание текущей скорости, ускорение. Нажмите и отпустите клавишу с обозначением плюс. Система запомнит и будет поддерживать текущую скорость. С каждым последующим нажатием клавиши скорость увеличивается на 1 км в час. Удерживайте клавишу с обозначением плюс нажатой. Автомобиль разгоняется без нажатия на педаль газа. Когда вы отпустите клавишу, система запомнит и будет в дальнейшем поддерживать достигнутую на данный момент скорость. Для замедления необходимо нажать и отпустить клавишу с обозначением минус. С каждым нажатием скорость уменьшается примерно на 1 км в час. При удержании клавиши в положении минус, при условии, если в данный момент скорость регулируется системой, произойдет автоматический сброс газа и произойдет замедление движения. Когда вы отпустите клавишу, система запомнит и будет в дальнейшем поддерживать достигнутую на данный момент скорость. Перерыв в работе системы. При выключении системы круиз-контроля нажмите эту клавишу. Контрольная лампа продолжает гореть. Когда появится необходимость, вы сможете снова восстановить и поддерживать хранящуюся в памяти скорость. Кроме того, работа системы автоматически прерывается при торможении, при переводе рычага селектора КПП из положения драйв в положение нейтраль, если долго завышать или занижать заданную скорость, например, при воздействии на педаль акселератора. Что необходимо сделать для восстановления записанной в память скорости? Необходимо нажать на клавишу, система доведет скорость до заданного значения и будет ее поддерживать. В этом видео мы рассмотрим, как разобрать центральную консоль и заменить шторку подстаканников BMW X5 E53 кузов. И снимаем сборку подстаканников. Снимаем проводку. Откручиваем два самореза. Откручиваем два самореза в передней части центральной консоли. И откручиваем еще два самореза в задней части центральной консоли. И снимаем декоративную накладку. И отключаем разъемы на прикуривателе. И откручиваем 6 крепежных саморезов, которые фиксируют блок подстаканников. И снимаем блок подстаканников в сборе. Расфиксируем фиксаторы. И устанавливаем новую шторку подстаканников. Закручиваем два самореза в задней части центральной консоли. Закручиваем саморезы в центральной части консоли. И закручиваем саморезы в передней части консоли.
Подключаем разъемы прикуривателя. Ссылку на видео о том, как установить центральную консоль BMW X5 и 53 кузов, оставлю в описании под этим видео. Не забывайте поставить лайк под этим видео и включить кнопку оповещения на канале, чтобы не пропустить новые видео. Как заменить кнопки блока климата-контроля на примере BMW X5 и 53 кузов. Я буду менять кнопку в связи с тем, что сломался нижний фиксатор кнопки. Для того, чтобы заменить кнопку, нам понадобится пластиковая карта. Устанавливаем пластиковую карту под кнопку и выводим ее. Так выглядит верхнее посадочное место кнопки блока климата. И так выглядит нижняя часть посадочного места кнопки блока климата. Так выглядит верхний фиксатор кнопки. И так выглядит нижний фиксатор кнопки. Устанавливаем верхнюю часть кнопки. Посадочное место на блоке климата. Далее нам понадобится карта. Устанавливаем карту. И устанавливаем кнопку в посадочное место. Кнопка на месте. В этом видео рассмотрим, как заменить дверной замок BMW X5 и 53 кузов самостоятельно. Замок приобретал на Али, запчасть можно найти по оригинальному номеру, который я оставлю в описании под этим видео. Для начала нам нужно снять обшивку двери, более подробное видео уже есть на канале, ссылку тоже оставлю в описании под этим видео. Там же вы найдете несколько видео о том, как заменить дверную ручку самостоятельно и отрегулировать трос дверной ручки в том случае, если ручка открывается в крайнем положении. После того, как сняли обшивку, не забываем снять трос ручки и отстегнуть лампу подсветки ручки. Центральная часть дверной карты фиксируется у нас одной скобой металлической и ответная часть на карте пластиковая вставка. Далее отстегиваем 3 разъема блока управления стеклоподъемниками, откладываем их в сторону. Снимаем плафон подсветки в нижней части дверной карты. В том случае, если вы планируете отстегивать разъем Airbag, рекомендую отсоединить клемму минусовую от аккумулятора. Далее откручиваем дверной Airbag. Airbag фиксируется 3 болтами, оригинальные номера оставлю в описании под этим видео. Далее снимаем пластиковую заглушку двери и откручиваем болт, который фиксирует наружную часть дверной личинки замка, после чего снимаем личинку замка. Отдельное видео о снятии личинки замка есть на канале, ссылка будет в описании под этим видео и во всплывающем окне сверху. И откручиваем дверной замок, он у нас фиксируется 3 болтами. После того, как открутили крепежные болты замка, снимаем замок с посадочного места и отводим его в сторону. Далее отсоединяем разъем при помощи пластикового инструмента и выводим замок через нижнее отверстие в двери. Так выглядит вышедший из строя замок, износ механизма. Далее отщелкиваем фиксатор и снимаем трос замка. Устанавливаем трос на новый замок, заводим и защелкиваем фиксатор троса. Снимаем тягу замка, выводим с посадочного места и устанавливаем тягу на новый замок. Защелкиваем тягу замка в посадочном месте пластиковой втулки. Заводим замок через нижнее отверстие в двери. Устанавливаем тягу дверного замка через верхнее отверстие в двери. Устанавливаем разъем дверного замка и защелкиваем. Далее устанавливаем замок в посадочное место и закручиваем болты для фиксации замка. Устанавливаем личинку замка, закручиваем болты для фиксации дверной личинки замка при помощи шестигранника. Устанавливаем трос ручки и фиксируем его в посадочном месте на замке. Более подробное видео об установке ручки и троса ручки можно найти в описании и во всплывающем окне сверху.
Устанавливаем аэрбэк, закручиваем 3 болта для фиксации. Далее устанавливаем клемму аккумулятора и проверяем работу нового замка. Устанавливаем боковые заглушки на место и устанавливаем карту дверей. Более подробное видео об установке карты дверей можно найти в описании под этим видео. Далее нам нужно отвернуть 2 крепежных винта, один крепежный винт и второй крепежный винт. И снимаем противотуманную фару. Отсоединяем разъем. Для замены лампы нам нужно повернуть ее против часовой стрелки. Устанавливать я буду 55-ваттные лампы в цоколе H11 по Philips. Номерочек этих ламп оставлю вверху и в описании под этим видео. Для того, чтобы установить лампу, нам нужно попасть 3 фиксаторами в ответную часть на тыльной стороне противотуманной фары. Устанавливаем лампу в таком положении и поворачиваем ее по часовой стрелке. Лампа на месте. Далее подключаем разъем. Для установки противотуманной фары нам нужно попасть пластиковой направляющей в ответную часть на бампере. Проверяем направляющую в верхней части нашей противотуманки и щелчком фиксируем ее. Закручиваем наши крепежные винты. И проверяем нашу противотуманку. Поддеваем чехол пластиковым инструментом и отщелкиваем его. Выводим с посадочного места и поднимаем вверх. Для начала регулировки колодок ручника нам нужно ослабить регулировочные гайки внутри салона, которые находятся у нас под защитным кожухом ручника. Всего у нас 2 гайки с контргайками, которые отвечают за левую сторону и за правую сторону. Ослабляем контргайку. Для этого нам понадобится рожковый ключ на 10. Также нам понадобится рожковый ключ на 12. Удерживаем фиксирующую гайку и откручиваем контргайку против часовой стрелки. И далее откручиваем от руки. И отпускаем фиксирующую гайку. Проворачиваем тормозной диск, чтобы у нас одно из отверстий совпало с шестерней регулировочной, которая находится у нас в этом месте. Вот наша шестерня, находится она в этом месте. И при помощи отвертки подводим шестерню для того, чтобы заблокировать диск тормозной. Подводим тормозные колодки. В эту сторону зажимаем тормозные колодки, в обратную сторону отжимаем и проверяем наш тормозной диск. Колодки у нас подведены, диск зафиксирован. И теперь на 2 щелчка отпускаем. 1 и второй щелчок. Проверяем, диск у нас теперь свободно крутится. Ручник у нас поднят на 5 щелчков. 1, 2, 3, 4, 5. Далее поджимаем фиксирующую гайку. И фиксируем контргайку. Поджимаем. Ручник полностью опущен.
Ручник зажат на 3 щелчка. И ручник зажат на 5 щелчков. Тормозные диски полностью зафиксированы. Мало кто знает, какие фильтра лучше ставить в BMW. Всем привет, приветствую на канале. Достаточно часто поднимается вопрос касательно фильтров для автомобиля в нашем сообществе. Ссылку на сообщество оставлю в описании под этим видео. Подписывайтесь, делитесь личным опытом и узнавайте для себя полезную информацию от участников группы. Достаточно часто люди стоят перед выбором, какой масляный фильтр лучше по качеству. Интересуются, какой воздушный фильтр более совместим по размерам и хорошо устанавливается в посадочное место корпуса фильтра, без зазоров. Какой из лицензионных вариантов топливных фильтров самые качественные и на каком салонном фильтре остановить свой выбор. Я сделал небольшую подборку с каталожными номерами фильтров для BMW X5 E53 кузов, дизельный мотор М57. Выделил самые качественные и проверенные варианты производителей фильтров. В этом видео оставлю оригинальные и лицензионные номера фильтров. Иллюстрацию также буду добавлять для наглядности. Начнем с масляного фильтра. Оригинальный номер фильтра. Как и говорил ранее в своих видео, устанавливаю масляные фильтра по производителю Bosch номер, либо Mahle под номером. Последний вариант более дорогой и более качественный. Перейдем к воздушным фильтрам. Сразу оставлю номер оригинального воздушного фильтра для двигателя. Лицензионные варианты воздушных фильтров для двигателя. Более бюджетный вариант это VIX номер. Средний вариант цена-качество это фильтр Bosch под номером. И более качественный фильтр из сегмента подороже это у нас Mahle. И MAN под номером. Салонный фильтр, оригинальный номер без угля и оригинальный номер с активированным углем. Лицензионные варианты салонных фильтров, на которые стоит обратить внимание. Более дешевый вариант это у нас Denso, номер фильтра без активированного угля и с активированным углем. Среднее ценовое образование MAN, без угля под номером и с углем под номером. И один из дорогих, но качественных вариантов фильтров это у нас Mahle, номер фильтра по Mahle без угля и номер фильтра с активированным углем. Также у Mahle есть вариант антибактериального салонного фильтра, он есть самый дорогой из всех представленных вариантов выше. Номер антибактериального фильтра салона и относительно топливных фильтров, оригинальный номер фильтра. Лицензионные варианты. Более бюджетный вариант фильтра по Bosch под номером, среднее ценовое образование MAN под номером и из сегмента самого дорогого варианта топливного фильтра это у нас Mahle, номер по Mahle. Все вышеперечисленные варианты фильтрующих элементов для дизельной версии BMW X5 E53 кузов я проверил на своем автомобиле за период эксплуатации 12 лет. Любым из этих вариантов был доволен. Все зависит от финансовых возможностей и предпочтений относительно цена бренд, цена качество. Под этим видео оставлю ссылку на видеоподборку запасных частей для ходовой части и сделаю подборку лицензионных запчастей для проведения регламентных работ. Все запчасти будут представлены, отталкиваясь личного опыта эксплуатации автомобиля.
Комбинация и указатели панелей приборов BMW X5 E53 кузов. Первое. Указатель уровня топлива с контрольным индикатором остатка топлива. Второй. Контрольные индикаторы указателя поворотов. Третье. Спидометр. Четвертое. Контрольные индикаторы включения дальнего света и системы DSC. Пятое. Тахометр и энергоконтроль. Шестое. Указатель температуры охлаждающей жидкости. Седьмое и 14. Контрольные и сигнальные индикаторы. 8. Кнопка обнуления счетчика разового пробега. 9. Индикатор проведения ТО. 10. Дисплей пробега, температуры окружающего воздуха. 11. Дисплей системы автоматической диагностики. 12. Индикатор включения передачи АКПП. И 13. Клавиша чек. В окне под номером 14 стояночный тормоз, гидравлика тормозной системы. Индикатор красный горит при поднятом рычаге включения стояночного тормоза и кратковременно при включении зажигания. При перемещении рычага привода стояночного тормоза вниз до упора лампочка гаснет. Контрольный индикатор включения стояночного тормоза размещен на панели приборов в правом углу. Если индикатор горит при отпущенном стояночном тормозе, необходимо прекратить движение и проверить уровень тормозной жидкости в бачке. При этом резко возрастет свободный ход педали. В окне под номером 4 система контроля давления в шинах. Индикатор красного цвета, одновременно звучит сигнал предупреждения о повреждении шины. Необходимо плавно остановить автомобиль, избегая при этом резких воздействий на рулевое управление и тормоза. Комбинация индикаторов. Если загорелся красный индикатор тормозной системы в сочетании с индикатором желтого цвета системы ABS и DSC, он же 4х4 X-Drive, дополнительно раздается звуковой сигнал. Система ABS, DSC и 4х4 вышли из строя. Крутящий момент передается только на задние колеса. Если в описании комбинации индикаторов индикатор тормозной системы горит желтым цветом, значит электронная система распределения тормозных сил еще сохраняет работоспособность. Индикатор необходимости пристегнуться. Индикатор красного цвета и загорается вскоре после трогания с места и горит до тех пор, пока водитель и передний пассажир не пристегнутся. Индикатор также может загореться во время движения, если водитель или пассажир отстегнулись. Пузатый дядька или надувные подушки безопасности. При включении зажигания контрольный индикатор красный загорается и гаснет. Если индикатор при включении зажигания не загорается или не гаснет после запуска двигателя, а во время движения периодически вспыхивает или постоянно горит, то это указывает на наличие неисправности в системе надувных подушек безопасности. Индикатор желтого цвета. Индикатор динамический контроль тормозной системы DBC. Индикатор загорается при повороте ключа зажигания и гаснет после запуска двигателя. Загорание индикатора системы DBC происходит в процессе резкого торможения и сигнализирует о том, что система задействована в процессе торможения. При резком нажатии на педаль тормоза эта система увеличивает тормозное действие даже при незначительном усилии на педаль. Уровень масла в двигателе. При включении зажигания контрольный индикатор красного цвета загорается и после пуска двигателя гаснет. Загорание индикатора желтого во время движения с одновременным появлением на дисплее ошибки «Проверьте уровень масла в двигателе» свидетельствует о падении уровня масла до минимума или неисправности в системе смазки. Необходимо заглушить двигатель и восстановить уровень масла. Уровень должен быть восстановлен не позднее, чем через 50 км. Если индикатор загорелся после остановки двигателя, необходимо проверить уровень масла в двигателе и, по необходимости, восстановить его. Индикатор повреждения шин. Индикатор загорается при падении давления в шинах или при повреждении одной из шин. Обнулить индикатор можно нажатием этой кнопки. Необходимо нажать на кнопку и удерживать ее до момента, пока ошибка не погаснет. Система динамического контроля стабильности DSC X-Drive. Если индикатор горит непрерывно и раздается звуковой сигнал, значит выявлена неисправность в системе DSC X-Drive. При этом стабилизирующее воздействие системы DSC X-Drive отсутствует. Крутящий момент, возможно, передается только на задние колеса. Мигание индикатора говорит о том, что система активизирована и находится в режиме регулирования крутящего момента двигателя и давления в приводе тормозов. При горении индикатора можно продолжить движение до СТО. Индикаторы зеленого и синего цвета сигнализируют о том, что необходимо принять к сведению передаваемую им информацию. Указатели поворотов.
Контрольные индикаторы мигают при включенном указателе поворотов. Если одна из ламп указателя поворотов не горит, контрольный индикатор будет мигать чаще. При включении аварийной сигнализации все указатели поворота мигают одновременно. При использовании автомобиля в качестве буксира, прицепа, имеется дополнительный индикатор. Если какой-либо из указателей поворота не работает на автомобиле и прицепе, то этот индикатор не загорается. Противотуманные фары. Индикатор загорается только после включения противотуманных фар с помощью переключателя слева от рулевой колонки. Дальний свет фар. Контрольный индикатор синий. Горит при включении дальнего света фар и мигает при сигнализации светом фар. Включение осуществляется левым верхним рычагом переключателем на рулевой колонке. Счетчик пробега. Под цифрой номер 1 счетчик общего пробега. Под цифрой номер 2 счетчик разового пробега. И под цифрой номер 3 температура наружного воздуха. Счетчик общего пробега высвечивает показания на дисплее панели приборов при установке ключа зажигания в положение 0. Счетчик разового пробега под номером 2 высвечивает показания на дисплее панели приборов или установке ключа зажигания в положение 1 или 2. При нажатии кнопки на панели приборов происходит сброс разовых показаний. Индикатор температуры наружного воздуха под цифрой 3 высвечивает показания на дисплее панели управления при установке ключа зажигания в положение 1 и далее. Если зажигание выключено, то нажатием кнопки можно вызвать индикацию температуры наружного воздуха. Единицу измерения температуры, Цельсий и Фаренгейт, можно изменить следующим образом. Необходимо поставить ключ зажигания в положение 1, нажать кнопку и удерживать ее нажатой. Перевести ключ зажигания в положение 0. При этом происходит автоматическое изменение единицы измерения температуры на дисплее панели управления кондиционера. При падении температуры наружного воздуха ниже плюс 3 градуса Цельсия раздается предупредительный сигнал о возможном гололеде и показания температуры некоторое время мигают. Тахометр – прибор стрелочного типа, позволяет визуально контролировать частоту вращения коленчатого вала двигателя. При нахождении стрелки в красном секторе шкалы для защиты двигателя прекращается подача топлива, что сразу заметно по падению мощности двигателя. Оранжевый предупреждающий сектор зависит от температуры двигателя. По мере ее увеличения все больше сегментов этого сектора гаснет. Энергоконтроль, прибор стрелочного типа под номером 5, находится в нижнем секторе и позволяет визуально контролировать фактический расход топлива литры на 100 км. При остановке автомобиля стрелка возвращается на 0. Показания прибора позволяют контролировать расход топлива в зависимости от манеры вождения автомобиля. Указатель уровня топлива, прибор стрелочного типа под номером 1. Для проверки работоспособности прибора имеется контрольный индикатор, который загорается на некоторое время при включении зажигания. Если лампа горит постоянно, то это свидетельствует о том, что в баке автомобиля осталось около 8 литров для 6-цилиндровых двигателей или около 10 литров для 8-цилиндровых двигателей. При емкости бака 93 литра. Указатель температуры охлаждающей жидкости двигателя, прибор стрелочного типа под номером 6. На шкале прибора выделено два сектора, синий и красный. При нахождении стрелки в синем секторе двигатель еще не прогрелся. Движение должно происходить при умеренных оборотах и скоростях. Нахождение стрелки в красном секторе свидетельствует о том, что двигатель перегрет. Нахождение стрелки между цветными секторами соответствует нормальному тепловому режиму двигателя. Сейчас на приборной панели будет появляться название ошибки на английском языке. Я буду перечислять их обозначения. Итак, еще раз. Приоритетность 1. Пристегнуть ремень. Отпустить стояночный тормоз. Температура охлаждающей жидкости выше нормы. Стоп. Давление масла в двигателе ниже нормы. Уровень тормозной жидкости ниже нормы. Отсутствует стабилизирующее воздействие системы DSC или X-Drive. Повреждение шины. Неисправен регулятор дорожного просвета. Регулировка дорожного просвета неактивна. Максимально 60 км в час. Не превышать скорость 60 км в час. Эти сообщения появляются одно за другим. Это сообщение появляется на 3 секунды, когда меняется уровень дорожного просвета с нормального на движение под нагрузкой. Неисправность в системе впрыска двигателя. Перегрев коробки передач. Превышение скорости движения. К приоритетности 2 относятся неисправности, индикация которых появляется при положении ключа зажигания в положении 2, примерно на 20 секунд. После того, как надпись погаснет, остаются сигнальные символы. Для их повторного вызова необходимо
необходимо нажать на кнопку «Чек». Итак, приоритетность номер 2. Открыта крышка багажника. Открыта дверь салона. Предпусковой разогрев, дизельный двигатель. Долить жидкость в бачок омывателей стекол. Проверить уровень масла в двигателе. Установить давление в шинах для того, чтобы система приняла давление в шинах как заданное значение. Проверить давление в шинах. Неисправность в системе РДЦ. Перегорела лампа или обрыв цепи питания. Проверить фары ближнего света. Проверить стояночные огни. Проверить задние габаритные фонари. Проверить противотуманные фары. Проверить противотуманные фонари. Проверить фонарь номерного знака. Фонари прицепа. Проверить фары дальнего света. Проверить фонари заднего света. Аварийная программа АКПП. Проверить тормозные колодки. Проверить уровень охлаждающей жидкости. Аварийная программа управления двигателем. Следующие сообщения появляются только один раз. Температура наружного воздуха минус 5 градусов. Сообщение после выключения зажигания. Свет включен. Проверить уровень масла в двигателе. При возникновении одновременно серии неисправностей приоритетов 2 символы неисправностей появляются последовательно. Индикация будет до устранения неисправности. Если одновременно появляются неисправности приоритетов 1 и 2, то символы неисправности приоритетов 2 не будут появляться до полного устранения причин появления символов приоритета 1. Все неисправности, выявленные в процессе поездки, могут быть считаны из SAT при повороте ключа зажигания в положение 0. При вынутом ключе зажигания и погасшей индикации в течение еще 3 минут можно повторно вызвать информацию из SAT нажатием кнопки «Чек» столько раз, сколько было выявлено неисправностей в процессе поездки. Сегодня мы будем менять ксеноновую лампу в ближнем свете BMW X5 E53 кузов. Первым делом нам необходимо выключить свет и выключить зажигание. Далее открываем капот. Для замены ксеноновой лампы в блок-фаре нам понадобится открутить заднюю крышку блок-фары. Для этого нам понадобится насадка Т20 под звездочку и удлинитель. Далее нам необходимо отсоединить разъем. Здесь всего 2 защелки, одна сверху, одна снизу. Далее приступаем к откручиванию болтов крышки. Всего 2 болта сверху и 2 болта снизу. И нижние болты. И снимаем пластиковую крышку. Отводим ее в сторону. Далее отсоединяем металлическую скобу. На корпусе есть указатель «Открыть и закрыть», в какую сторону. Необходимо провернуть в левую сторону. Также у нас выщелкивается разъем, его можно снять. И снимаем. Есть. Так, вот наша ксеноновая лампа. Далее нам необходимо отщелкнуть металлические скобы, которые ее удерживают. Одна. И снизу вторая. Есть. И достаем нашу лампу. Здесь стояла лампа с универсальным цоколем D2C. Она подходит для D2R и D2S. Вот для сравнения лампа с цоколем D2S. Так она выглядит. У нее есть один зуб сверху и пропил сбоку. У лампы D2C есть один зуб сверху и 2 пропила по бокам. Один здесь, один здесь. Что и делает ее универсальной. Она подходит под цоколь D2S и D2R. Цветовая температура лампы с цоколем D2C
6500 кельвинов. Мы будем устанавливать оригинальную лампу Philips с световой температурой 4300. И разница в свечении двух ламп с разной цветовой температурой. Слева у нас лампа оригинальная 4300 кельвинов и справа у нас универсальная лампа с цветовой температурой 6500 кельвинов. Приступаем к установке оригинальной лампы по Philips. При установке лампы необходимо держаться за пластик. Стеклянную колбу трогать нельзя. Также нужно быть аккуратным с изолятором. Он достаточно хрупкий. Также у изолятора не должно быть трещин. Если будут трещины, лампа выйдет из строя достаточно быстро, ввиду того, что она будет перегреваться. Вот наш изолятор без трещин. Пропил должен быть сверху. Аккуратно заводим лампу в посадочное место. И защелкиваем нижнюю защелку. И затем верхнюю защелку. Далее устанавливаем блочок на место. И устанавливаем заднюю пластиковую крышку на место. И закручиваем болты. Этот болт в самом неудобном месте. Второй нижний болт закручиваем. И закручиваем два верхних болта. И поджимаем. И устанавливаем разъем на место. И проверяем. Сегодня рассмотрим, как определить, есть ли утечка тока в авто на примере BMW X5 в кузове E53, 2004 год. Приступим к поиску утечки тока. Для этого нам понадобится наш мультиметр, он же тестер. Для того, чтобы подключить мультиметр, нам нужно вставить разъемы щупов в посадочные гнезда на мультиметре. Красный щуп подключаем в разъем 10 ампер. Черный разъем щупа подключаем в посадочное место на мультиметре. Разъем COM. Подсоединяем. Далее переводим прибор в режим измерения постоянного тока. Положение 10 ампер на приборе. Снимаем минусовую клемму аккумулятора, отсоединяем ее. Далее фиксируем щупы мультиметра. Один щуп фиксируем на минусовой клемме аккумулятора. Поджимаем. Второй щуп мультиметра фиксируем на минусе аккумулятора. И устанавливаем минусовой щуп.
Сейчас у нас на тестере вот такой показатель. Далее нам нужно закрыть все двери автомобиля и закрыть крышку багажника. Крышку багажника я закрою принудительно. Вот в такое положение. Нижнюю крышку багажника также закрываем. И закрываем машину с брелка. Далее ждем, пока машина заснет. Смотрим на индикатор селектора КПП. Лампочка возле селектора должна потухнуть. И смотрим на показатели прибора. Еще раз повторюсь, перед тем как закрыть машину, нужно сымитировать закрытие замка багажника. Замок у нас находится вот в таком положении, в закрытом. И закрыта нижняя часть багажника. И смотрим, какое потребление тока у нас будет после того, как мы закрыли багажник, все двери и закрыли автомобиль. Сейчас у нас вот такой показатель. Автомобиль еще не заснул. Когда машина в спящем режиме, она не должна потреблять более 20-40 мА. Если потребление больше, это говорит о том, что есть потребители тока. Проверяем индикатор на селекторе АКПП. Дожидаемся, пока он потухнет. Это индикатор того, что автомобиль заснул. И засекаем таймер. Так, таймер у нас сработал. Прошло ровно 15 минут. По истечению 15 минут на мультиметре у нас такой показатель. 430-420 миллиампер. Что есть очень много. Сейчас мы рассмотрим несколько вариантов, которые могут быть при утечке тока. Для этого нам нужно добраться к предохранителям, которые находятся в багажном отделении. Вот наши предохранители. Полное видео о предохранителях в багажном отделении есть на канале. Ссылку оставлю вверху во всплывающем окне и под видео в описании. А сейчас нам нужно снять 72-й предохранитель на 30 ампер. Он отвечает за аудиосистему и навигационную систему. Итак, снимаем 30-й предохранитель. Предохранитель мы сняли на 30 ампер. И смотрим показания мультиметра. Мультиметр у нас показывает 70-80 мА. Допустимая норма потребления 20-40 мА. Это говорит о том, что в цепи аудиосистемы и навигационной системы есть потребитель. Плюс еще есть потребитель, который мы будем искать позже. Сейчас мы рассмотрим, что может выступать потребителем в цепи аудиосистемы или навигационной системы. Начнем с блоков, которые находятся у нас в левой части. Откручиваем блок навигационной системы CD Changer и добираемся к усилителю мощности, который находится у нас внизу. Откручиваем навигационный блок. Для этого нам понадобится головка на 8. Снимаем навигационный блок. В задней части навигационного блока есть два разъема. Сейчас нам нужно вывести машину со сна. Далее нам нужно установить предохранитель на место. Устанавливаем. Выводим машину с режима сна. После того, как мы ввели автомобиль в режим сна, снимаем разъемы на блоке навигации, отключаем и смотрим на индикацию мультиметра. Если показатели не изменились,
Неисправность не в блоке навигации. Идем дальше. Нам нужно снять CD Changer. Отсоединяем антенну от блока навигации и убираем его в сторону. Далее откручиваем CD Changer. Снимаем CD Changer с посадочного места. Смотрим на мультиметр и отсоединяем разъемы. Два разъема отсоединили. Показания мультиметра не поменялись, соответственно утечка тока у нас присутствует. Далее нам нужно отсоединить разъем с усилителя для того, чтобы исключить усилитель. Разъем усилителя мощности у нас находится вот здесь. Его хорошо видно. Сейчас мы его будем отсоединять. Отсоединяем разъем, нажимаем фиксатор. Отводим фиксирующую скобу и снимаем наш разъем. Еще раз, для того, чтобы снять разъем, нам нужно нажать на фиксатор, отвести фиксирующую скобу, и разъем выходит. Далее смотрим показатели на мультиметре. Если они не поменялись, неисправность у нас присутствует, утечка тока по-прежнему есть. Мы исключили навигационный блок, CD Changer и усилитель мощности. В данной цепи у нас еще остается радиомодуль. Сейчас мы будем к нему добираться и исключать радиомодуль. Разъем усилителя мощности можно устанавливать на место. Фиксируем разъем и защелкиваем его. Далее подключаем CD Changer на место. Всего два разъема. Один разъем на 3 пина. Подсоединяем, защелкиваем. Подключаем второй разъем на 6 пин. Устанавливается он у нас в таком положении. Защелкиваем. Далее устанавливаем в посадочное место CD Changer. Сейчас выведем проводку для подключения навигационного блока. Один, второй и антенна. Далее подключаем навигационный блок, подключаем антенну, и подключаем разъемы. Синий и красный разъем. Устанавливаем навигационный блок в посадочное место. Сейчас мы уже исключили навигационный блок, CD Changer и усилитель акустический. Откручиваем верхний пластик.
и снимаем пластиковую панель. Далее подключаем мультиметр. Выводим машину с режима сна. Предохранитель на 30 ампер, который отвечает за аудиосистему, систему навигации, у нас на месте. Он подключен. Далее нам нужно снова ввести автомобиль в режим сна. Закрываем все двери, закрываем багажник, имитируем закрытие багажника и закрываем машину. Далее ждем порядка 15 минут до полного засыпания. По истечению 15 минут автомобиль заснул. На мультиметре у нас показатель 430 мА. Итак, сейчас мы будем исключать радиомодуль. Отсоединяем разъем основной на радиомодуле. Поддеваем фиксатор. И снимаем разъем и смотрим на показатели мультиметра. Показатель сразу упал до 70-80 мА. Это говорит о том, что основной потребитель тока у нас радиомодуль. Еще есть небольшое потребление. Ссылку на видео о замене радиоблока оставлю вверху во всплывающем окне и под видео в описании. Сейчас мы продолжим и будем искать оставшуюся утечку тока. Сегодня мы исключим возможные варианты утечки тока через дополнительное устройство, а именно блок сигнализации. Сейчас мы к нему доберемся. Для этого нам нужно снять нижнюю фальш-панель, которая находится под рулевой колонкой. Откручиваем нижнюю фальш-панель. В нижней части есть два пластиковых фиксатора. Один и второй. Отводим в сторону пластиковую панель нижнюю и откручиваем еще два самореза в нижней части. И третий саморез в правой части нашей облицовочной панели. Далее нам нужно открутить три верхних самореза. Один, второй и третий саморез. Также нам нужно снять пластиковые фиксаторы верхние под рулевой колонкой. Всего их раз, два, три, четыре. Откладываем нашу панель. Так выглядит блок сигнализации. Это внештатная сигнализация от Пандоры. Нам нужно отсоединить с нее разъемы, обесточить ее. И дальше будем делать замеры. Снимаем разъемы. Один разъем и второй разъем. Сигнализацию мы обесточили. Далее нам нужно закрыть все двери. После того, как мы отключили дополнительное оборудование, в нашем случае это автомобильная сигнализация, подключаем мультиметр и будем делать замер. Откручиваем минусовую клемму аккумулятора. Отсоединяем.
Подключаем сюда минусовой клеммник нашего тестера, он же мультиметр. Зажимаем. Клемму можно отложить в сторону. Для фиксации второго клеммника мультиметра я буду использовать зажимной хомут. Устанавливаем хомут и зажимаем его. Далее устанавливаем второй клеммник и поджимаем его. Включаем мультиметр, положение 10 ампер. Далее нам нужно закрыть нижнюю часть багажника и сымитировать закрытие верхней части багажника. Как это сделать, показывал в предыдущем видео, ссылочку оставлю вверху в всплывающем окне. Еще раз проверяем, чтобы все двери автомобиля были закрыты, багажник закрыт, верхняя часть багажника закрыта. И закрываем автомобиль. Далее ждем до полного засыпания автомобиля и смотрим потом показатели, которые у нас будут на мультиметре. Сейчас мы исключим дополнительное устройство на примере автомобильной сигнализации. Поскольку основным потребителем тока был радиомодуль, фишку с радиомодуля я не устанавливал на место, сейчас она отключена. По истечению 15 минут на приборе мы наблюдаем следующие цифры: 30-40 миллиампер. Соответственно, остаточное потребление у нас было из-за дополнительного оборудования, а именно автомобильная сигнализация. У кого установлена автомобильная сигнализация, рекомендую также проверить, какое количество тока она потребляет. В моем случае основной потребитель был радиомодуль, который потреблял 430 миллиампер в тандеме с дополнительной автомобильной сигнализацией. И сама автомобильная сигнализация, которая внештатная, потребляла 30 миллиампер, в то время как автомобиль находится в режиме сна. Также рекомендую дополнительно проверить все внештатные устройства путем отключения и проведения дополнительных замеров, а именно внештатный магнитофон, внештатная аудиосистема, если установлены в автомобиль видеорегистраторы, внештатные автомобильные усилители и другие устройства. Они также могут потреблять, когда автомобиль находится в режиме сна, и высаживать аккумулятор при минусовых температурах в ноль. Ссылки на видео, которые помогут найти утечку тока в автомобиле, оставлю внизу под этим видео. Прибор выключаем и отсоединяем. Отсоединяем второй щуп. И устанавливаем минусовую клемму аккумулятора. И открываем автомобиль. И устанавливаем фальш-панель на место. Защелкиваем пластиковые клипсы. Закручиваем сразу верхние саморезы. И закручиваем нижние саморезы. Устанавливаем нижнюю фальш-панель на место. Устанавливаем воздуховод на место. И фиксируем нижнюю пластиковую облицовочную панель.
как настроить климат-контроль летом на примере BMW X5, E53 кузов и E39 кузов BMW, чтобы было комфортно и прохладно в машине. Сейчас у нас температура на улице порядка 25 градусов и в машине достаточно жарко. При попадании в салон первым делом хочется быстро его охладить. Заводим машину. Для быстрого охлаждения салона у нас есть полезная функция. Для активации функции быстрого охлаждения салона нажимаем на кнопку Max на панели климат-контроля. Слышим, как включается вентилятор кондиционера и срабатывает муфта кондиционера. Климат устанавливает минимальную температуру, включается вентилятор подачи воздуха в салон на максимальных оборотах. Этот режим поможет нам охладить салон за максимально короткий промежуток времени. Я ожидаю порядка 10 минут и настраиваю климат-контроль следующим образом. Однократно нажимаем на клавишу Max, тем самым выключаем режим быстрого охлаждения салона. Далее активируем режим кондиционера, устанавливаем подачу воздуха на себя и активируем кнопку подачи воздуха в ноги. Устанавливаем температуру порядка 21,5 градусов. Устанавливаем обороты вентилятора в диапазоне 3-5 кубиков на панели индикации оборотов вентилятора. Считаю, что данные настройки климат-контроля самые комфортные. При длительной поездке в машине не холодно и не жарко. Достаточно прохладно, даже при наружной температуре порядка 25-27 градусов, что немаловажно в эксплуатации кондиционера. По окончанию поездки, прежде чем заглушить двигатель, я выключаю кондиционер и ожидаю порядка 30 секунд, после чего выключаю двигатель. Такая последовательность существенно продлит срок службы вашего компрессора кондиционера. По поводу кнопок управления, которые находятся у нас под блоком климата. Начнем с этой кнопки. Система курсовой устойчивости осуществляет контроль за движением автомобиля при его спуске, снижая скорость и тем самым обеспечивая безопасность движения. Включение системы HDC осуществляется нажатием клавиши. У нас загорается зеленый индикатор. При этом скорость автомобиля должна быть менее 35 км в час. Без всякого вмешательства со стороны водителя автомобиль на спуске замедляется и начинает двигаться со скоростью около 8 км в час. Эту скорость можно регулировать в диапазоне от 5 км в час до 25 км в час, нажимая на педаль тормоза или газа. На скорости свыше 60 км в час система HDC автоматически отключается и гаснет ее индикатор. Повторное включение системы осуществляется нажатием клавиши. Система отключается также после включения зажигания. На автомобилях, оснащенных ручной коробкой передач, систему необходимо включать только на первой передаче и передаче заднего хода. На более высоких передачах снижается эффективность торможения двигателем. На автомобилях, оснащенных автоматической коробкой передач, систему можно включать в любой ситуации. Сейчас у нас система активна. Для того, чтобы принудительно отключить систему, необходимо нажать и удерживать кнопку. Индикатор у нас погас, система выключилась. Если индикатор гаснет в режиме работы или не загорается при нажатии клавиши и загорается индикатор системы ABS, DSC или X-Drive, система HDC временно пользоваться нельзя из-за возможного перегрева тормозов. Следующая клавиша у нас система динамического контроля устойчивости. Система динамического контроля устойчивости поддерживает устойчивость автомобиля на должном уровне даже в критических ситуациях и готова к работе сразу после запуска двигателя. При начале движения и ускорении система повышает устойчивость автомобиля. Она также обнаруживает критические ситуации, также как недостаточная или избыточная поворачиваемость и снижение мощности двигателя и тормозящим воздействием на отдельные колеса. Придает автомобилю курсовую устойчивость в пределах физических границ. Индикатор системы DSC при пуске двигателя загорается и почти сразу гаснет. Мигание индикатора системы DSC говорит о том, что система активизирована и находится в режиме регулирования крутящего момента двигателя и давления в приводе тормозов. Система может быть выключена нажатием клавиши. При этом индикатор горит постоянно и система DSC не оказывает стабилизирующего воздействия на автомобиль, но сохраняется воздействие на тормозной механизм остальных систем. Кратковременное отключение системы DSC может
оказаться целесообразной в следующих нестандартных ситуациях. При выезде в раскачку из глубокого снега или рыхлого грунта, при движении по песчаной дороге, при движении по дороге с глубокой колеей, при движении по глубокой грязи, при движении с цепями противоскольжения. Воздействие на тормозной механизм при включенной системе может оказаться дополнительной нагрузкой для него. Для предотвращения перегрева тормозных дисков возможно кратковременное автоматическое отключение тормозящего воздействия. Для поддержания устойчивости автомобиля на должном уровне не рекомендуется отключать систему DSC. Для включения системы DSC необходимо снова нажать на кнопку. Следующая кнопка на панели у нас открытие багажника. Нажимаем на кнопку. Следующая кнопка на панели приборов у нас активация и отключение парковочной системы. Для того, чтобы активировать парковочную систему, необходимо однократно нажать на кнопку. У нас загорается зеленый индикатор, и парковочная система дает нам знать, что сзади препятствие. Для того, чтобы отключить парковочную систему, кратковременно нажимаем на эту кнопку. Зеленый индикатор гаснет, парковочная система неактивна. Следующая клавиша отвечает за систему контроля давления в шинах. Система контроля давления в шинах или система повреждения шин следит за давлением во всех 4 колесах в процессе движения автомобиля. При падении давления в одной из нескольких шин загорается индикатор на панели приборов, который информирует о том, что давление в шинах заметно падает. Нормы давления воздуха в шинах приведены в табличке, закрепленной в торце двери водителя, и указаны при нормальной температуре для шин, рекомендованных фирмой BMW. У меня колеса в 20 размере, передние колеса качают 2,2 бара, задние 2,3 бара. При полной загрузке автомобиля спереди качают 2,3 бара, сзади 2,4 бара. Для того, чтобы система RDC могла запомнить правильное значение давления, необходимо проверить давление воздуха в шинах всех колес по прибору, манометру, и сравнить их с табличным значением, и при необходимости откорректировать его. Теперь можно включить систему RDC. Включение системы необходимо проводить в следующем порядке. Проверить и откорректировать давление в шинах. Повернуть ключ зажигания в положение 2. Запустить двигатель. С места не двигаться. Нажать на клавишу и держать ее нажатой до тех пор, пока на панели приборов несколько секунд не загорится индикатор системы желтым цветом. Начать движение. Отпустить клавишу. Спустя несколько минут после начала движения система запомнит показания давления в шинах и примет его за программное значение. Если проведена корректировка давления в шинах, то необходимо повторить процедуру его запоминания системой, а так система включается автоматически при установке ключа зажигания в положение 2, и система в процессе движения всегда находится в рабочем состоянии. При падении давления в одной или нескольких шинах загорается желтый индикатор на панели приборов и появляется на дисплее системы автоматической диагностики сообщение «Проверить давление в шинах». Иногда требование проверить давление появляется уже вскоре после того, как оно было откорректировано. Это означает, что при корректировке давления шины были перекачаны или недокачаны. Необходимо проверить давление еще раз, довести его до нормы и снова включить систему. Нажатием на кнопку. При повреждении шины загорается желтый индикатор на панели приборов. Появляется на дисплее системы автоматической диагностики сообщение «Повреждение шины» и раздается звуковой сигнал. При таких обстоятельствах необходимо убрать ногу с педали. Если позволяет дорожная обстановка, не пользоваться педалью тормоза вообще или пользоваться крайне осторожно. Припарковать автомобиль, избегая резких движений рулевым колесом. Заменить поврежденное колесо. Важно помнить, что система может использовать помехи от других систем и приборов, работающих на ее частоте. Во время помех загорается желтый индикатор на панели приборов и появляется на дисплее системы автоматической диагностики сообщение «Контроль давления в шинах отсутствует». Аналогичная информация поступает при неполадках в системе, если в одном из колес нет блока системы RDC, если в автомобиле находятся другие колеса с блоком управления RDC, не считая запасного колеса. После применения на колесах нестандартных блоков системы RDC обмен информацией на другой частоте. Запоминание новых идентификационных номеров длится несколько минут. Только после этого система способна реагировать на падение давления в шинах и оповещать о нем. На панели приборов у нас остается кнопка подогрева сидений. Активировать кнопку можно нажатием. Сразу у нас загорается 3 лампы. Путем нажатия на кнопку мы можем выбрать последующие режимы и вовсе выключить. Еще раз активируем. Если нам необходимо быстро выключить подогрев сидений, нажимаем и удерживаем клавишу. Индикаторы потухли. Подогрев сидений выключен.
Основной блок предохранителей BMW X5 E53 кузов в салоне. Находится у нас на задней стенке перчаточного ящика. Вот под этой пластиковой крышкой. Для удобства снимем фиксатор направляющий перчаточного ящика. Так он выглядит. И выводим фиксатор перчаточного ящика. Таким образом мы получаем больше места для доступа к блоку предохранителей. Далее нажимаем на фиксаторы, которые находятся на крышке блока предохранителей. И открываем крышку. На крышке у нас перечень всех предохранителей, которые находятся в салоне. Предохранители расположены в два ряда. Верхний ряд от 1 до 30 и нижний ряд от 31 до 64. Верхний ряд. Первый предохранитель на 5 ампер. Разъем, шины данных, комбинация приборов. Второй предохранитель на 5 ампер. Блок управления освещением. Третий предохранитель на 5 ампер. Система отопления, кондиционирования. Четвертый предохранитель. Реле катушки зажигания на 5 ампер. Пятый предохранитель на 7,5 ампера. Генератор, датчик уровня моторного масла, электродвигатель, вентилятор охлаждения блока предохранителей реле. Шестой предохранитель на 5 ампер. Внутреннее зеркало заднего вида, блок управления системой парковки и блок управления системой контроля давления в шинах. Седьмой предохранитель на 5 ампер. Реле катушки зажигания. Восьмой предохранитель на 5 ампер. Подсветка комбинации приборов. Девятый предохранитель 5 ампер. Система СРС. Выключение стоп-сигналов. Датчик положения педали тормоза. Блок управления освещением. Десятый предохранитель на 15 ампер. Звуковой сигнал. 11 предохранитель иммобилайзер на 5 ампер. 12 предохранитель подсветка комбинации приборов. Датчик положения рулевого колеса. 13 предохранитель на 5 ампер. Противоугонная система. Внутреннее зеркало заднего вида. 14 предохранитель на 5 ампер. Многофункциональный блок управления. 15 предохранитель на 5 ампер. Блок управления системой контроля давления в шинах. 16 предохранитель на 5 ампер. Замок зажигания. 17 предохранитель блок освещения салона. 18 предохранитель отсутствует. 19 предохранитель отсутствует. 20 предохранитель на 30 ампер. Блок управления электрооборудованием двери водителя. 21 предохранитель на 30 ампер. Электропривод сидений. 22 23 предохранитель отсутствует. 24 предохранитель на 30 ампер. Блок управления электрооборудованием двери пассажира. 25 предохранитель на 25 ампер. Разъем зарядки, прикуриватель. Здесь установлен предохранитель неправильно. Необходимо установить на 25 ампер. Далее 26 предохранитель реле основных цепей зажигания 30 ампер. 27 предохранитель многофункциональный блок управления на 20 ампер. 28 предохранитель омыватель фар на 30 ампер. Есть отдельное видео о том, как отключить омыватель фар. Ссылочку оставлю вот здесь вверху во всплывающем окне и под видео в описании. Далее 29 предохранитель подушка безопасности на 10 ампер. Далее второй ряд предохранителей. 31 предохранитель на 5 ампер управление двигателем. 32 предохранитель на 5 ампер реле основных цепей, монофункциональный блок управления 2. 33 предохранитель прикуривателя на 5 ампер. 34 на 7,5 ампер обогреватель заднего стекла, отопитель, кондиционер.
35 отсутствует. 36 разъем зарядки на 5 ампер. 37 предохранитель на 5 ампер, многофункциональный блок управления. Второй. 38 отсутствует. 39 5 ампер концевой выключатель, датчик положения, педали сцепления и мобилайзер. 40 на 30 ампер очиститель лобового стекла. 41 очиститель омыватель заднего стекла на 5 ампер. 42 лампы освещения салона на 5 ампер. 43 комбинация приборов 5 ампер. 44 система СРС, электропривод сидений 5 ампер. 45 5 ампер комбинация приборов. 46 7,5 ампер блок управления раздаточной коробкой. 47 25 ампер реле топливного насоса. 48 7,5 ампер отопитель кондиционер. 49 отсутствует. 50 отсутствует. 51 10 ампер АБС система управления двигателем. 52 15 ампер диагностический разъем DLC. 53 25 ампер многофункциональный блок управления. Второй. 54 15 ампер электронный блок управления КПП. 55 30 ампер АБС антиблокировочная система тормозов. 56 отсутствует. 57 15 ампер блок управления подвеской. Должен стоять предохранитель на 15 ампер. 58 20 ампер люк. 59 20 ампер дополнительный отопитель. 60 30 ампер многофункциональный блок управления первый. 61 50 ампер электродвигатель вентилятора системы охлаждения. 62 50 ампер реле насоса системы подачи воздуха на выпуск. 63 50 ампер АБС антиблокировочная система тормозов. 64 на 50 ампер отопитель кондиционер. Самый нижний ряд это запасные предохранители. Ссылку на видео о блоке предохранителей в багажнике оставлю вот здесь, в всплывающем окне сверху, и под видео в описании. Для того, чтобы снять нагрузку с АКПП и не было толчков при снятии с паркинга на уклоне, необходимо ставить машину в режим паркинга в следующем порядке. Удерживаем машину на тормозе, далее переводим рычаг селектора АКПП в нейтральное положение, поднимаем вверх рычаг стояночного тормоза, убираем ногу с педали тормоза, нажимаем на педаль тормоза и переводим селектор АКПП в положение паркинг. После чего можно убирать ногу с тормоза. Как правильно снимать машину с режима паркинга на уклоне? Нажимаем на педаль тормоза, переводим селектор АКПП в нужное нам положение для движения, движение назад, либо движение вперед или нейтральное положение, и снимаем машину с ручного тормоза. Если вы обратили внимание, при переключении селектора АКПП не было никаких толчков. Надеюсь, данное видео будет полезно. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. До встречи на канале.